Где нашли такую бочку, куда заклали Петра ростом 2 метра 0,4 сантиметра? Ну, это чисто Пушкин Александр Сергеевич, понимаете, сказка о царе Салтане. Сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Бургомистр города Данцига захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием. Почему 18 век явил самое большое количество женщин во власти? Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен. Если вы действительно верите, что Земля плоская, я с вами не спорю. Тогда Петра точно подменили. Женщин было у Петра много. Большинство из них истории неизвестно. А кого только ему в дети не записывали. Даже нашего великого Михаила Ломоносова. Если вам интересно лично мое мнение, на вершине горы искренних друзей не бывает. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня делаем небольшую дополнительную встречу, посвященную теме «Петровские времена. Истории Петра Первого». Как и откуда она родилась? Вы знаете, я всегда с огромным интересом читаю ваши комментарии, письма, которые приходят как на телевидении, на канал «Культура», так и в интернет. В интернете мы распространяемся, вы знаете, через все возможные каналы, через сайт «Лектория Достоевский», через YouTube, Рутюб, ВКонтакте, Телеграм. И также есть очень хорошее мобильное приложение. Вот я лично всегда пользуюсь им. Удобно. Нажал кнопку, скачал любую лекцию, записанную на лектории Достоевский по культуре, по искусству, по истории, любой видеофильм. И затем просто можешь смотреть это в дороге, в метро, да, собственно, где угодно, где нет интернета. Удобно, качественно и бесплатно. Это вот я выполнил свой долг небольшой рекламы. И почему я об этом говорю? Потому что это все бесплатные знания. Вы знаете, что наша кредо, идея нашего образовательного курса – это делиться с вами знаниями, информацией без подписки, без оплаты какого-то членства, абонента и так далее. Поэтому главная оценка труда нашего лектория просветительского – это ваши комментарии, ваши письма, ваши лайки. Я их называю оценками по-студенчески, по-преподавательски. Так вот, я их всегда читаю. Я сразу говорю, что почти никогда не отвечаю, потому что физически невозможно. Иногда сам лайкаю наиболее понравившиеся. Скажу честно, это бывает очень редко, только где-то, если сложатся обстоятельства. Ни одно ваше письмо мимо меня не проходит. И вот среди них, среди каких-то комплиментов или, наоборот, осуждений, позитивных, негативных оценок, встречается много содержательных вопросов по нашим лекционным курсам, вопросов, которые в силу разных обстоятельств подробно не раскрывали. Вопросы бывают довольно интересные. Я как-то обещал вам, что на ряд этих вопросов затем в конце нашего курса отвечу. И вот посмотрел, выбрал несколько десятков, и я думаю, что пару передач мы посвятим непосредственно ответу на вопросы наших заинтересованных зрителей и слушателей, потому что они удачно дополняют общую картину знания о времени царствования Петра Великого. Вопросы я буду, с вашего позволения, зачитывать. Ответами будем с вами делиться в том самом формате рассказа, который и мне лично, и вам нравится, ибо я ничему вас не учу, ни к чему не призываю и ни за что не агитирую. Мы просто с вами беседуем о русской истории. Вопрос от Ольги Бурылиной. В романе Алексея Толстого про Петра I был эпизод «Приказ зашить карманы членам посольства». Ну, имеется в виду Первое Великое посольство. Это правда или очередной литературный миф? Мой любимый роман. Я читал его в юные пионерские годы еще. И вот все жду выхода на пенсию, чтобы перечитать еще раз. Конечно, это, скорее всего, литературный вымысел автора. Ни о каком приказе в романе Алексея Толстого речи не идет. Это просто реплика Меньшикова по ходу дела. Естественно, ни в каких исторических источниках на сей счет совершенно ничего нету.
Можно трактовать таким образом, что Алексей Толстой нечаянно подыгрывает вот этому извечному мифу о некой вороватости русских, о русском воровстве. Я много про эти мифы писал в свое время в серии книг «Мифы о России», которую тоже, кстати, вам очень рекомендую, хотя серия старая, писана более 15 лет назад, и даже много раз экранизирована разными документальными сериалами, фильмами. Но она интересна, с отсылкой на то, что это было все-таки 15 лет назад. Почитайте. На самом деле нравы на Руси, конечно, были ничуть не криминальнее европейских. Персонал, уж поверьте мне, Великого посольства подбирался достаточно тщательно. Там были люди серьезные, сознательные. Поэтому портить имущество портили по своей наглой, молодецкой удали. Бывало, картины простреливали, тренируясь в стрельбе где-нибудь в лондонском доме или в квартире. Мебель по пьяни крушили. Такое было. Но никто, как и сейчас нас в этом обвиняют, я не политизирую наш рассказ, но вы знаете, никто из участников посольства унитаза не отвинчивал с раковинами и домой это все не тащил к себе в Россию. Тем более, что унитазов тогда никаких еще не было. Следующий вопрос. Даже два вопроса, очень похожих, от Артура Вальчика и Андрея Угугу. Это у него, видимо, псевдоним. Хотелось бы услышать больше информации по поводу того, как Петра в Великое посольство подменили. Что скажет Мединский о версии подмены Петра? Вернулся через 2 года из поездки на Запад, на немецком, бороды бреет, пьянствует, ненавидит все русское, тра-та-та-та-та. Пьянствовал Петр и до поездки. Существенно. Поэтому и после поездки, и до конца жизни. Такой, собственно, порок у него был. Высокий был уровень терпимости к спирту, поэтому все вокруг падали, а ему хоть бы хны. Но спаивать народ любил, это факт. На самом деле, я серьезно об этом рассказывал еще в лекции про Великое посольство, и кратко повторю, это абсолютно стопроцентный фейк, миф. Удивительно, как и сейчас он гуляет по интернету в разных вариациях, но у нас что только, понимаете, в интернете нет, каких только знатоков мы не обнаружим там. И сторонники плоской земли, и сверху купол, 3 слона, и серьезные люди это обсуждают. Поэтому на фоне всего этого подмена Петра – это так, баловство. Вопрос в чем? Реформы царя тогда, их смысл и цели были для массы неграмотного населения непонятны. Поэтому консерваторы были не только бояре с длинными бородами, с рукавами, которые волочились до колен, а шубы по полу. Нет, конечно. Консерваторами так получилось, особенно в начальном периоде европейских реформ, были и крестьянство, и городские низы, для которых эти реформы оборачивались повышением подати, налогов, и старое дворянство, да, собственно, все. Тем более, что реформы вели к чему поначалу? К ухудшению качества жизни. Жизнь легче не становилась. Казалось, а зачем все это? Раньше было по старинке, хорошо, по-доброму. А тут ломается весь уклад, и ломается некая праведность православная, как казалось. Какие были версии подмены Петра? Я их еще раз бегло перечислю. Первая версия была такая, что немцы, то есть иностранцы, сразу подменили Петра, будучи младенцем. И вместо исконно русского православного царевича подсунули зазевавшимся мамкам немчонка. Поэтому Петр, хоть и был воспитан в лучших старых московских традициях, но, будучи генетическим немчонком, вот этой вот лютеранской ересью заразился, потом русской православной вере и народу нашему вредительствовал. Вот такая была версия. А немцам, в свою очередь, благоволил. Очевидно, помнят немецкие гены. Это был первый вариант, самый нелепый. Это не рекорд нелепости. Дальше вторая версия была о том, что подмену осуществила сама мать Петра, Наталья Кирилловна, которая опасалась мужа, Алексея Михайловича Романова, тишайшего, который якобы грозно ей сказал: родишь мне девчонку, выгоню из дома. Люди, которые это придумывают, они еще не понимают, что выгнать из дома царицу было нельзя, разве что в монастырь. И уж точно Алексей Михайлович, не молодой по тем меркам уже совсем, государь и отец, свою молодую, красивую, обаятельную, современно мыслящую, весьма даже проевропейскую супругу никуда бы не выгнал никогда. Вот по этому мифу Наталья Кирилловна, значит, так боялась супруга, что девчонку, родившуюся, куда-то там запихала, очевидно, в корзину и пустила ее к острову Буяну по морю и океану, взяла какого-то мальчишку, опять же немчонка, там, видимо, рынок младенцев был в немецкой слободе, и подменила, а дальше повторяется версия номер 1.
Третья версия. Отец Петра не царь, не Алексей Михайлович. Отец, кто бы вы подумали, никогда не догадаетесь, Франц Лефорт. Какие сему доказательства? Доказательство одно. Петр, когда вырос, к Лефорту благоволил. Как-то прислушивался он к нему. Мало бил его палкой. Или вообще не бил. Подозрительно, что он к немцу испытывал такое уважение. Значит, наверняка это его тайный отец. Комментировать эту ересь я даже не готов. Четвертый миф, самый популярный из всех по рейтингу. Петра подменили во время Великого посольства. Где-то там за морем. Некий костромской помещик, который умудрился попасть еще в Преображенский приказ, тогда, за распространение этой галиматьи, давал следующие показания. Цитирую. Немножко перевожу на современный литературный язык. Записи следователей. Они же палачи. «Это нам де какой царь? Он де не царь. Он де взят с какуя». С немецкой слободы, то бишь. «А наш де царь в немецком государстве остался». Серьезно. Есть версии. Царя подменили не абы где, а точно уже, видимо, там свечку держали в Риге. Первый немецкий город по пути, как вы помните. Отсылаю вас к своей лекции о Великом посольстве. Первый немецкий город, где остановился Петр. А в Риге царя не просто подменили, а подлинно заклали в стену. Замуровали. Демоны. А вместо него прислали на Русь похожего на Петра лицом самозванца. На самом деле не на Русь, а он еще там, получается, 1,5 года по Европе ошивался, очевидно, совершенствуясь в знании своего немецкого языка родного. Или русского, наоборот. Есть еще версия, что там же, где-то на Балтийском побережье или на немецком, царь в немцах в бочку закладен и в море пущен. Это чисто Пушкин Александр Сергеевич, понимаете, сказка о царе Салтане. Где нашли такую бочку, куда заклали Петра ростом 2 метра 0,4 сантиметра, куда его потом пустили? Где нашли такого двойника с такими, как мы знаем, Петр, параметрами? В плечах так, ростом вот так, силище ого-го, нога небольшая при этом. Ох, прости господи. И, наконец, был еще пятый миф, обобщающий это все. Популярен был среди старообрядцев. Суть в том, что подмену произвели антихристовым способом. Это вообще, каким? Антихрист. Мефистофель прилетел или, наоборот, выполз откуда-то снизу на сундуке, где Петр спал. Настоящего Петра подсунул вместо него своего антихриста, двойника. А сам Петр, увидев на месте, на кровати, али на сундуке, али на полу, али в шкафу, где он спал в тот момент, историю умалчивает, где была произведена ночью подмена, так того испугался, что бежал в лес к старообрядцам и нашел свой покой где-то там в скиту. И настоящий Петр, он среди старообрядцев прячется. Зачем прячется? Почему государь прячется? От кого он там прячется? Непонятно. А царствует, естественно, подменивший его антихристов двойник. Если говорить серьезно, на самом деле мы тут с вами пошутили, ни одна из этих версий, никакой критики не выдерживает. И все это полная галиматья. Однако, если вы действительно верите, что Земля плоская, я с вами не спорю. Тогда Петра точно подменили. Следующий вопрос. Татьяна Мамонова. Скажите, пожалуйста, якобы произнесенные Петром слова после смерти Лефорта. Были у меня 2 руки, осталась одна, хоть вороватая да верная. Это правда или исторический анекдот? Я лично не слышал. Второй рукой вороватая, но верная. Предполагается, что это Менщиков. Я думаю, анекдот. Но может быть и правда, потому что сказать такое Петр мог. Менщиков был действительно товарищем вороватым, но верным и храбрым. Уживалось так все в одном. Противоречивые люди. Юлия Гукетлева. А был ли у такого человека, как Петр, друг, товарищ, человек для души? Ведь царь все-таки не железный, хочется поддержки от друзей. Хороший вопрос. Мне кажется, знаете, на вершине горы искренних друзей не бывает. Мало. Все от тебя что-то хотят. Кто денег, кто чинов, кто почести, кто власти.
Если самый честный, то хотя бы орден или часы с руки. Поэтому, были, конечно, в какой-то степени. Петр считал того же Сашку Меньшикова своим другом долгие годы. Он вообще, Петр был ведь вообще не очень простой человек, поэтому Петр мог кого-то считать другом. Другое дело, что эти люди не могли считать Петра другом, ибо между ними, кто бы они ни были, князья, Рюриковичи, Гедеминовичи урожденные, столбовые дворяне, или вообще люди из ниоткуда, типа того же Меньшикова. Между ними и государем, хозяином земли русской была пропасть. Поэтому эта дружба такая была, наверное, односторонняя и не всегда, не до конца искренняя. Посмотрите лекции «Птенцов гнезда Петрова», там у меня, по-моему, 2 лекции в этом цикле. В общем, они все в какой-то степени Петру товарищи. Правильное слово «товарищ». Расскажите о его женщинах подробнее, о судьбе других детей, кроме царевича Алексея и Елизаветы. Можно и рассказать. Начнем с женщин. Женщин было у Петра много. Большинство из них истории неизвестно. Знаем мы, что Петр легко заводил любовниц, одноразовых, многоразовых, много путешествовал, и связи у него было не считано. Наиболее известные какие? Варвара Арсеньева, долгие годы близкий человек, это сестра жены того же самого Алексашки Меньшикова, родная сестра. Она познакомилась с Петром, когда, собственно, ее сестра стала боевой подругой, а впоследствии и законной супругой Александра Меньшикова. Конечно, это была интрига. Конечно, Меньшиков хотел через супругу свою, через жену и через ее сестру с царем породниться. Была у него такая мечта стать зятем государя. Конечно, он даже, надо сказать, по-умному поступал. Он всячески воздействовал на свою жену Дашу, чтобы она сестру образовывала. Он знал, что государь любит женщин грамотных, с которыми можно о чем-нибудь поговорить, которые умеют читать, писать, желательно еще и по-французски, которые можно порассуждать о государственных делах. Поэтому Варвара Арсеньева занималась самообразованием вместе с Дашей. Петр Алексеевич с ней встречался, включил ее в свой такой неформальный, конечно, неофициальный гарем, но предложение руки и сердца негодник не сделал. Впоследствии она стала фрейлиной при жене Петра, супруге законной, при Екатерине. А после опалы Меньшикова была отправлена в ссылку вместе со своей сестрой. Там и скончалась. Авдотья Чернышова, существенно моложе Петра. Варвара была почти сверстницей ему, а Авдотья помоложе, почти на 20 лет. Урожденная Ржевская, старинная фамилия дворянская. Ее буквально 15-летней девочкой, если верить одному известному писателю-историку Валишевскому, поляку подложили, под царя. Петр ее потом быстро очень выдал замуж. Однако связи с ней не прерывал. А когда устроил супружескую жизнь, сделал ей поистине царский подарок. Очень редко Петр так широкими жестами расплачивался со своими любовницами. И якобы ей подарил 4000 душ крепостных. Это колоссальное исключение. В любом случае, на свадьбе Ржевской-Чернышовой был весь бомонд имперский того времени, сам Петр. И по слухам, этим, может быть, отчасти объясняется приданное, которое Петр организовал ей, у них были общие дети. Внебрачные у Петра, в разных источниках называют, даже 4 дочери было, и 3 сына. Но были ли они, собственно, детьми Петра или детьми ее законного мужа, мы про это точно никогда ничего не узнаем. Интересно другое, что это молодая особа, опять же, на 20 лет Петра моложе. Она сохранила потом свое влияние и при дворе Анны Иоанновны, и даже при дочери Петра Елизаветы. И уже при Елизавете ее муж стал графом Российской империи, кавалером ордена Андрея Первозванного. В общем, девушка прожила очень долгую жизнь, скончалась во время Елизаветинского царствования, похоронена в Александро-Невской лавре, тогда это еще был монастырь. Походите там по кладбищу. При Александро-Невской лавре, я каждый раз говорю, там можно бродить часами, потому что каждая вторая могила – страница учебника истории. Еще одна – Мария Румянцева, урожденная Матвеева. Тоже моложе Петра, на 25 с лишним лет. Мать полководца Петра Румянцева. По легенде,
А Петр Румянцев – внебрачный, незаконный сын Петра I. Опять же, какие есть этому доказательства? Мы знаем точно, что Мария Румянцева была любовницей Петра I. Знаем точно, что Петр выдал замуж за своего гвардейца, помощника, ординарца, как бы сейчас сказали, Румянцева. Знаем точно, что помощник этот был толковым парнем, получал от Петра много важных заданий, в том числе и дипломатических, и надолго уезжал за границу. Но от отцовства Петра, чей сын, выдающийся полководец Петр Румянцев, мы сказать не можем. Назвали его Петром в честь государя. Ничего удивительного. Крестной матерью у него действительно была Екатерина I, Петра I. Она много у кого была крестной матерью, не обязательно у незаконных детей своего супруга. Это миф, но когда строил военную карьеру, особенно поначалу Петр Румянцев, эта легенда, конечно, возвышала его на фоне остальных детей имперской элиты. Мы же помним с вами, Румянцев был таким мажором настоящим. Опять же, отсылаю вас, у нас есть на курсе рассказов из истории XVIII века отдельная лекция о Петре Румянцеве. Послушайте, вам понравится. Дети Петра. От первой супруги Евдокии Лопухиной у Петра 3 детей. При этом, мы знаем, царевич Алексей раз, еще один умер во младенчестве точно, 3 неподтвержденный. По некоторым источникам был, тоже очень рано скончался. У Екатерины 8 или 9 детей. Тоже здесь данные историков разнятся. Знаем мы, что младенческий возраст пережили только дочь Анна, которая стала потом женой галштинского герцога и очень рано умерла вскоре после родов. Это мать Петра III, дочь Анна старшая, и дочь Елизавета, которая стала императрицей. У нас есть несколько лекций. Был еще сын Петр, любимый мальчик. Звали его Шишечка. Он даже считался официальным наследником престола. Царевич Алексей, вернувшись из заграничного своей турпоездки незадачливой, царевич Алексей, даже отрекшись от престола, присягнул маленькому мальчику Петру. Мальчик умер, не дожив до 4 лет. О других детях Петра, как и о Румянцеве, одном из кандидатов, никаких достоверных сведений нет. Мы знаем, что они были, но Петр не уделял им, своим незаконно рожденным детям, особого внимания, и в истории их имена не сохранились. А кого только ему в дети не записывали. Даже нашего великого Михаила Ломоносова. Так, если там за уши притянуть, то где-то там примерно в районе, за год до его рождения, Петр где-то был на севере, в районе Архангельска. А почему бы и нет? Следующий вопрос. Ариадна. Когда Петр договорился о войне против Швеции, как стороны вообще договаривались о военном союзе? Закреплялось ли это как-то? Конечно, да, все закреплялось. Была активная тайная дипломатия. Все это закреплялось в международных договорах, в том числе и в договоре с Саксонией о военном союзе секретном 1699 года. Подобный же договор был заключен с Данией, тоже о военном союзе против Швеции. Война оказалась очень затяжной, самая долгая, наверное, война в имперский период России, Северная война. Конечно, условия этих первоначальных договоренностей многократно пересматривались, поскольку, как всегда бывает на войне, к сожалению, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это можно отнести к любой войне, и не только в истории России. Переговоры, кстати сказать, с Саксонией, с Данией шли в обстановке строжайшей секретности. Шведские послы, которые в это же время находились в Москве же шли переговоры с саксонским посольством, они даже не догадались. Все было шито-крыто. Август Саксонский тогда подписал чистые листы бумаги. Большое доверие дипломатическим работникам. И уже согласовав окончательно условия договора, он был положен на бумагу, подписанную с той стороны, чтобы сэкономить время на этих поездках туда-сюда. Съездить тогда 2 недели в одну сторону, 2 в другую, это, знаете, никакой электронной почты. Вот этот факт ведения тайных переговоров Петра с Саксонией и с Данией очень оскорбил Карла XII, скажем, откровенно он обиделся по делу, потому что мы демонстрировали публично всяческое миролюбие со Швецией, но за спиной, тем не менее, вели такие вот соглашения в духе пакта Молотова-Риббентропа. Это наша страна. Петр руководствовался не
абстрактными общечеловеческими ценностями, а конкретными национальными интересами России. Поэтому это коварство, обидевшее очень шведов, мы в данном конкретном случае Петру простим. Тем более, что, как мы помним, по ходу Северной войны все, что он хотел поначалу, это вернуть хотя бы часть исконных русских земель России, получить хотя бы какой-то кусочек выхода к Балтийскому морю, желательно малой кровью, без большой войны, чтобы можно было пробить окно в Европу, наладить прямую торговлю с европейскими государствами, экономически рентабельную в этом случае, чтобы дать толчок экономике, развитию, хозяйству России. То есть никаких там кровожадных интересов на то, чтобы отжать у шведов все, что мы получили в итоге. По итогам 20 лет Северной войны у Петра не было. Так что если Петр был коварен, то Карл XII был глуп, самонадеян и, в конце концов, своей стране нанес огромный вред. Гордыня Карла погубила, и погубила его прекрасную родину. Ольга Бурылина. Можно ли рассказать еще про историю создания Петербурга? Недавно узнала, что, оказывается, центром Питера должен был стать Васильевский остров. Правда ли? Да, действительно. Инженер-архитектор Жан-Батист Леблон, который руководил некоторое время застройкой города, разработал генеральный план с центром Петербурга на Васильевском острове. Это был очень красивый план на бумаге, опять же. Это был проект города-крепости. Петербург ведь строился изначально не как открытый светский город. Это был город-крепость, форпост на самом кончике империи, на чужой территории, на самом деле. На территории, которая считалась шведской. Он был вписан в геометрически правильную фигуру эллипса, а внутри крепостных стен Леблон предусмотрел каналы, линии, площади, парки, дворцы, правительственные здания, биржу, рынки, церкви. В общем, все было очень красиво. Всякие жилища подлого люда, огороды, кладбища и все остальное, без чего тогда ни один европейский город не мог существовать, все это Леблон вынес за крепостную стену куда-то там в сторону. Но, к сожалению, замечательный архитектор в своем виртуально красивом городском плане не учел специфику местности, не произвел, как бы сейчас сказали, исследования почв, не бурил на воду, так как должно при планировании строительства больших зданий. Поэтому получилось следующее. Получилось, что центр города упал на самые болотистые земли Васильевского Адмиралтейского острова, где строить трудно, тяжело и дорого. А возвышенные сухие берега будущей литейной части Выборгской стороны остались как раз за городской чертой. Поэтому после уже смерти Петра концепцию города поменяли. Город стал строиться в том варианте, с тем центром, который есть у Петербурга сегодня. Кстати сказать, за образец была с самого начала взята не французская, а именно голландская архитектура, в том числе город Амстердам. Там отчасти, кстати, похожие климатические условия, много воды, поэтому отсюда идут многочисленные каналы, желание использовать естественный рельеф местности, большое количество островов, разветвленное устье Невы, которое должно быть прорезано этими каналами для коммуникации. Это полагал и Петр, и архитекторы того времени. Это дешевле, экономнее и выгоднее в будущем, чем прокладывать какие-то в болотах твердые камнем выложенные дороги. Ну, не все получилось из этих идей. Кстати сказать, сам Петербург вот в своем плане, взяв, казалось бы, много Амстердама, станет одним из прототипов. Как бы вы думали, какого города? Не угадаете. Один из прототипов Вашингтона. Когда планировали план Вашингтона, у меня дома есть замечательный, вот жалко, не взял с собой, замечательный такой атлас, и в Америке когда-то купил его, называется «Старые и новые», в общем, The Maps, карты Вашингтона исторические. И вот там прямо изначальная планировка города. Действительно, они в чем-то пытались оказаться похожими на блестящий Петербург. В Вашингтоне вообще очень интересное планирование улиц. Это, так сказать, вспоминаю стародавние времена, когда я там работал. Может быть, вы меня поправите, знаю. Это точно лучше меня. Там город спланировал примерно так. Улицы идут A, B, C, D, E и так далее по алфавиту. Строго перпендикулярно им улицы номера 1, 2, 3, 4, 5 по номерам. Пересекают наискосок авеню.
там какие-нибудь Висконсин-авеню, там еще какие-то авеню. Ну, чтобы срезать углы, можно поехать по этим авеню, естественно, на перекрестках площади. То есть город очень правильный. Он вот такой вот, как сеточка вся, как решетка с авеню. Это удобно. Во-первых, нет пробок. Любой город, который строится от центра кругами, проблема с трафиком, а когда вот решеточкой, очень легко все объезжать. Во-вторых, с такой вот нумерацией улиц, ну, правда, не так звучит это красиво, то есть именных улиц очень мало, все улицы там по буквам либо по цифрам. Вот, но с такой нумерацией улиц очень легко понять, в какой части улицы находится тот либо иной дом. Потому что если вы называете улицу и номер дома, то вот по номеру дома обычно не однозначному, а 2-, 3-, 4-значному, вы определяете на пересечении, с каким из квадратов этот дом легко найти. Таких вот построенных по проекту изначальному городов, как Петербург, Вашингтон, впоследствии Бразилия, столица Бразилии. Их, на самом деле, таких городов в мире, старых, я имею в виду, не так много. Когда Петр строил Петербург, то, естественно, с первого дня огромное количество жалоб было на климат. Болото, мошка, дожди. Никому это, кроме Петра, не нравилось. Но, однако, Петра, который хотел создать с нуля парадис, как он его называл, все это только веселило. Например, в 1706 году он написал, что у него в комнатах во дворце прямо стояла вода, а на улицах, как он видел из окна, как по реке, на лодках плавали люди. И вот Петр пишет: «Зело было мне утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели». Зело его это все веселило. Я думаю, гораздо больше, чем те, кто прятался от потопа на верхушках деревьев и на крышах домов. Следующий вопрос от Ольги Бурылиной. Очень хочется узнать мнение Владимира Славовича о регулярном государстве. Об этом сейчас мало говорят. А ведь это было уникальное преобразование, которое свойственно именно Петровской эпохе. Ну, отчасти, да, действительно, термин «регулярное государство» был моден в то время, в начале XVIII века. Пришло это из Европы. Идея такая, что это государство, в котором власть во имя общего блага стремится все унифицировать и поставить под госконтроль, сводя к некому единообразию все стороны государственной и общественной жизни. Унифицируются органы управления, все делается как в армии, как на флоте. Государство – это воинская часть, это корабль, где государь – капитан, все его подданные, офицеры, мичманы и матросы действуют по уставу, все это так слажено и в общих интересах. Ну, конечно, указы Петра в какой-то степени, если их вот сквозь эту призму рассматривать, формулируют некие такие прямые однолинейные отношения между государем и подданными. Государь указывает, остальные исполняют. Ну, как и в городе регулярно, в Петербурге, улицы прямые, пересекаются под прямым углом, дома все строятся согласно утвержденным типовым проектам. Кому положен одноэтажный дом, кому двух, кому трехэтажный. Вот Петр пытался такую вот системность ввести в исконно русскую, бессистемную, естественную жизнь, естественный уклад. Кстати сказать, вы знаете, что весь Петербург просыпался первое время под звук барабанов, строго в определенное время. Когда надо, стреляла пушка. И сегодня в полдень в Петербурге, в Петропавловской крепости, стреляет пушка. Эта традиция еще идет от петровских времен. В полдень все, обедать. Даже ассамблеи, казалось бы, такое развлечение, но даже ассамблеи проходили не абы как, я вам об этом рассказывал, а в соответствии со строго расписанным регламентом. Чиновники делились по рангам, зарплаты, соответствие, все по системе. Я, конечно, честно считаю, что вот этой вот ценности регулярного государства и попыток государства управлять всем, все регламентировать, эти ценности, хотя и уже погрузились у нас на подкорку, мы любим патерналистское, как говорят специалисты государства, которое о нас отечески заботится, все за нас решает, все определяет. Но эти ценности сильно романтизированы. Если вам интересно лично мое мнение, то лучше, когда государство основано не только на и не столько на регламентации всего и вся, и на директивных отношениях со своими гражданами, гораздо лучше, когда государство основано на инициативе, предпринимательской активности, личных свободах. И задача государства не указывать. Задача государства
устанавливать правила, в соответствии с которыми гражданам, свободным, инициативным и предприимчивым, жить, создавать новые стоимости, творить будет удобно. Они друг другу будут не мешать, не вредить, не покушаться на чужую жизнь и собственность. А все остальное – это свободное дело свободных граждан. Так что не будем идеи регулярного государства романтизировать, потому что от государства регулярного до авторитарного, а от авторитарного до тоталитарного дистанция очень маленького размера. Вопрос от Рамисы Эйтхоф. У нас очень много, как вы знаете, читателей, слушателей, зрителей со всех континентов, из разных стран. Большое вам спасибо. Я с удовольствием читаю ваши вопросы и письма откуда-то из Дании, Норвегии, Сардинии, Австралии. Я уже не говорю про все республики бывшего Советского Союза, с Украины, Харькова, Киева, Донецка, Казахстана. То вот откуда Рамиса, не знаю, но задает интересный вопрос. А какую роль играло Коломенское село в жизни Петра? Это вотчина ее матери. Вотчиной матери Натальи Кирилловны Коломенское назвать нельзя, потому что это не вотчина, то есть наследственное владение какой-то семьи, а это царская собственность. Это официальная государственная резиденция. Ну, как, например, сейчас в Российской Федерации государственная резиденция Горький 10, Валдай, Сочи. У нас их довольно много. Первое упоминание о Коломенском относится еще к XIV веку, в духовном завещании Ивана Калиты. Вот с той поры это собственность царской фамилии. Вы помните, во время Медного бунта есть такой замечательный эпизод, я очень люблю его рассказывать студентам, показывая уровень отношений в обществе той поры, когда толпа московских горожан, возмущенная дурацкой на самом деле идеей с девальвацией денег, неподготовленной, заявилась толпа эта в Коломенское к царю, а там, собственно, государь находился и грозило все разгромить и сжечь. Но наш царь-батюшка, ни капли не испугавшись, вышел к этой толпе сам и, как писали летописцы, поручкался, то есть за руку пожал с самыми бунтяшными вождями этой толпы, пообещав им, что он разберется, накажет, то-то и то-то сделает, а в процессе разговора якобы даже эти бунтяшные, значит, москвичи царя держали за пуговицу. Уж я не знаю, там на какие пуговицы у него царское платье, в чем он там был, застегивалось, но вот они его держали за пуговицу, он с ними поручкался, ну и разошлись, все. Первая часть Медного бунта обошлась совершенно без жертв. Это, кстати, говорит и о не такой уж большой дистанции между государем всея Руси и простыми москвичами, ну и, безусловно, о личной смелости московского царя. Там в Коломенском, кстати, прошла значительная часть детства Петра. Он туда плыл обычно на яхте, любил по воде. И сейчас туда, вы знаете, можно взять речной трамвайчик, или у нас много сейчас в Собянинской Москве замечательных средств водного транспорта. Я каждому из вас рекомендую это прекрасное путешествие. Сесть можно где-нибудь в Строгино или у гостиницы «Украина» в центре, у Кремля, и за полчаса-час добраться до Коломенского, там погулять. Маршрутом молодого Петра проплывете. Со временем Петр увлекся строительством Петербурга, и Коломенское свое вот значение, как царская резиденция, потеряла. Сегодня это прекрасный парк, замечательно отреставрированные здания той поры, храмы. Такое благодатное место, куда в выходные дни можно пойти, а в будни там еще и народу никого нет. Сходите, погуляйте, побродите, почувствуйте себя во временах не то чтобы Петра, а его родителей. Еще один вопрос касается мифа о Петре, как о человеке, который действовал в Северной войне с опаской, неуверенностью, долго не давал генеральное сражение и вообще вел себя нерешительно. Петр, наоборот, когда он терпел два наиболее известных из них поражения, это под Нарвой, первое от Карла XII, и затем окружение и почти гибель Петра и всего войска во время прусского похода, я вам об этом рассказывал. Вот эти поражения стали следствием как раз не его неуверенности или нерешительности, а как раз самонадеянности и шапкозакидательства. Поэтому там, где Петр вел себя осторожно,
называете это неуверенно, там он одерживал победы. А там, где он надувался и говорил, что да мы тут до Стокгольма за 3 дня дойдем, вот тут он терпел обидные поражения. Но главное качество Петра как государственного деятеля, как лидера и руководителя, я об этом много раз вам говорил на протяжении своего курса, было то, что он никогда не отчаивался, никогда не отступал, каждое свое поражение, каждую неудачу воспринимал как вызов, делал из этого правильные выводы, перестраивался, наводил у себя дома порядок и со 2-го, с 3-го раза неизменно достигал своей цели, неизменно побеждал. Так что осторожность Петра – это как раз следствие его разумного и рационального подхода, стремление не пускаться в авантюры, а действовать наверняка, как он, например, действовал в самой знаменитой своей битве и в самой, как я всегда говорю, не русской из русских военных побед в истории в Полтавском сражении. Вопрос от Лосевой Светланы. Хочу расспросить вас подробнее о первой жене Евдокии Лопухиной. Какое было ее детство, любила ли она Петра, как закончилась ее жизнь, это очень интересно. О детстве Евдокии мы почти ничего не знаем. Ее отец был полковником, стрелецким головой, позже государевым стольником. В общем-то, в боярство отца ее возвели уже после свадьбы с Петром I. То есть, это не самая знатная семья. Просто было у нее много родственников, и матери Петра казалось, что это правильная партия. Петр получит таким образом большую поддержку среди стрельцов и среди всего клана Лопухиных. Жену ему сыскала мама, царица Наталья. Как вспоминает современник, принцессу лицом изрядную, только ума последнего и нравом несходного своему супругу. Любовь между ними была изрядная, но продолжалась разве токмо год. На самом деле, любовь между ними, если и была изрядна, то продолжалась еще меньше, потому что уже через месяц после свадьбы Петр свою молодую жену бросил и уехал на Переяславское озеро, где, как мы помним, находилась, уже жила в монастыре к тому моменту, юношеская первая любовь. Я рассказывал о ней, Наталья Взимкова. Евдокия продолжала ему писать письма, подписывалась «Женишка твоя Дунька». Но Петру было не до жены, и он уже тогда на письма ее обычно не отвечал. Подробно о жизни его жены уже после того, как ее отправили в Суздальско-Покровский монастырь, я рассказывал в лекции «Последние годы Петра». Ну, а вот о дальнейшей ее судьбе, что можно сказать? Ее потом перевели в Северный монастырь на Ладогу, где она жила несколько лет под строгим надзором. После смерти Петра совсем ей пришлось худо. Ее заточили в Шлиссельбург, в крепость. Екатерина видела в ней, естественно, недоброжелательную конкурентку. Там она держала Евдокию в строжайшем секретном заключении, даже без имени. Официально она проходила под документом как известная особа, государственная преступница. В чем ее преступление было, ума не приложу. Однако, с воцарением своего внука Петра II Евдокия была с почетом перевезена в Москву и жила потом в Кремле, а затем с комфортом уже в палатах Новодевичьего монастыря. Был издан специальный указ о восстановлении чести и достоинства царицы с изъятием всех порочащих ее документов. Ей было дано большое содержание, двор прислуги, и даже после смерти Петра II Евдокия упоминается в числе кандидатур на трон. Есть некоторые свидетельства, что она отказалась от престола, когда он был ей предложен членами Верховного Тайного Совета. Видимо, к тому моменту никаких у нее уже честолюбивых амбиций не было. Умерла она в 1731 году, а перед кончиной, это приводят многие историки, последние слова были ее следующие. «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Похоронена в церкви Новодевичьего монастыря, рядом с гробницами царевны Софьи и, по-моему, там еще одна из сестер Софьи там же была похоронена рядом. Так что, да, Новодевичье – это сейчас центр Москвы. Приходите, посмотрите.
Странный вопрос от нашего анонимного зрителя, скрывающегося под никнеймом «Агент». Софья Алексеевна, Софья Шарлотта, истинная мать Петра I. Развейте, пожалуйста, этот миф, он не дает мне покоя. Я завидую вам, если вам не дают покоя мифы о том, кто является истинной матерью Петра I. Миф этот развею. Это совершенно конспирологическая теория, конечно, не имеющая никакого отношения к реальности. Софья Шарлотта Ганноверская, о которой вы спрашиваете, это действительно первая коронованная королева Пруссии. Женщина очень образованная, замечательная, говорившая свободно на нескольких языках, прекрасно музицировавшая и слывшая одной из самых образованных женщин Европы того времени. Поэтому матери Петру она подошла бы, наверное, хорошо бы воспитала сына Петрушу. Кандидатура достойная, но, к сожалению, Петр родился в 1672 году, а Софья Шарлотта Ганноверская в 1668. Поэтому в 4 года никак его родить она не могла. Увы. Скончается она тоже, кстати, в самом начале 18 века, совсем молодой. Вы не поверите, от ангины. Сейчас бы вылечили бы за день антибиотиками, а тогда не смогли. И незадолго до смерти она сказала, она дружила с Лейбницем, сказала следующее: не надо плакать. Сейчас, когда я умру, я смогу, наконец, утолить свое любопытство. Узнаю первопричину вещей, которую мне не смог объяснить Лейбниц. Что такое пространство, что есть бесконечность, есть ли бытие и небытие. Какая мудрая была женщина, согласитесь. Вопрос от Анны Фокиной. Очень хотела бы услышать о городах, которые так либо иначе были образованы при Петре, о крепостях, которые потом стали городами, такими как Омск. Действительно, петровских городов очень много. Считается, что Петр основал не только Петербург, но и более 100 разных поселений, из которых половина стала крупными городами. Мы понимаем, что Петр их не строил, и не во всех из них, конечно, даже имел возможность побывать. Но изучая историю городов, основанных при Петре и учрежденных его указами, мы можем таким образом понять, собственно, вектор развития петровской политики. Поэтому в этом отношении это действительно для историков очень познавательно. Вот помимо Омска, который был основан как крепость, фронтирная, пограничная крепость, перевалочный пункт военный для движения дальнейшего на юг Сибири, таких городов было очень много. Таганрог основан в 1698 году после второго успешного Азовского похода. Это была военно-морская база и первый порт на открытом морском побережье. Город, кстати сказать, как и Петербург в дальнейшем, тоже строился по заранее утвержденному плану. В этих местах изначально было место каторги. Место считалось довольно гиблым, но развивалось, обустраивалось. В Таганроге всегда было очень много иностранцев, иностранных купцов, работников, ремесленников. Такой разношерстный состав. Поначалу Таганрог – это как такой Сингапур русский. Сейчас большой город, 300 тысяч жителей. В Свердловской области Каменск-Уральске возник, как и множество других городов, при заводе. Создавался завод, при нем росло поселение. В силу необходимости добывать металл для пушек на Урале были большие запасы железной руды. Там, рядом с богатыми месторождениями, был основан Каменский казенный чугунно-литейный завод. Сейчас тоже довольно большой город, 170 тысяч жителей. Петрозаводск, столица Карелии. Также создавался, как писали тогда, в артиллерийских целях. На берегу Онежского озера сначала был создан железноделательный и пушечно-литейный завод, так и назывался Петровский завод. Потом рядом медиплавильный завод, металлообрабатывающий завод. И вот вокруг этой промышленной агломерации и вырос большой город. Вот, кстати, в Петрозаводске Петр лично бывал несколько раз. Он туда ездил, в том числе в этот район, на лечение к известному минеральному железистому источнику марциальные воды. Источник этот, санаторий, существует и по сей день. Сегодня в столице Карелии проживает более 250 тысяч жителей. Большой город. Хотя, собственно, металлургическое производство давно там уже закрыто. Липецк.
И еще один город при заводе. Из маленького села вырос большой промышленный город, а рядом со сталеплавильными заводами. Назван был изначально по наименованию этой деревни Липские железные заводы. Потом сократили, получился Липецк. Здесь был путевой дворец Петра. Сегодня большой город, более полумиллиона населения и один из самых больших и современных металлургических комбинатов в мире. Город-фронтир, такой же, как Омск. Город-крепость Бийск в Алтайском крае. Продвижение России в Сибирь требовало строительства таких вот военных форпостов для защиты поселенцев. Там был создан военный острог. Потом империя продвинулась дальше. Свое военное значение город потерял. Однако удачное расположение. И сегодня больше 200 тысяч жителей. Город-музей. Или город при музее, как сейчас говорят. Хотя на самом деле большой город. Более 70 тысяч жителей. Петергоф. Там Петр построил, как мы знаем, загородную резиденцию. Русский Версаль, который на самом деле гораздо краше, на мой взгляд, во всех отношениях лучше Версаля, своего прообраза. Роскошный дворцовый комплекс с парками, со сложной системой фонтанов, который привлекает туристов со всего мира. Для снабжения этих фонтанов была построена сложная система прудов, водоводов. Все эти фонтаны работают без капли электричества, естественным путем, под водяным давлением. Выдающееся инженерное сооружение. И представить себе, что это было все спланировано, спроектировано и осуществлено 300 лет назад, у меня лично в голове не укладывается. В годы Великой Отечественной войны Петергоф был полностью разрушен. Затем мы его восстановили. И сегодня это федеральный музей, самый посещаемый музейно-дворцовый комплекс в нашей стране. Если кто-то из вас до сих пор там не побывал, бросайте все. И в ближайший отпуск каждый русский человек должен побывать в этом бесподобном городке и музейном центре с иноземным названием Петергоф. Там же неподалеку, рядом с Петербургом, был еще один оружейный завод Сестрорецкий. Вокруг него вырос город Сестрорецк. Сегодня дорогое курортное место, экологически очень чистое, никаких заводов там уже, естественно, нету. Кстати, там производили не только пушки, ружья, но и решетки для городских оград петербургских, разные изделия из металла, дверные ручки, даже пуговицы. Что только не делали на Сестрорецком оружейном заводе на берегу Финского залива. Но сегодня прекрасное дачное место. У меня 1040, наверное, жителей, не считая дачников различных, приезжающих туда на лето. Есть вопрос по поводу Петр Румянцев был небрачным сыном Петра, Вячеслав Самойлов задает. Я об этом говорил в прошлый раз. Такая легенда есть. Доказательств, естественно, нет. Проверять это, конечно, можно какими-нибудь сложными генетическими пробами, исследованием одежды, крови там, и бог знает чего. Но зачем это нужно? И Петр – великий человек, и Румянцев – выдающийся полководец. Оставим эту загадку историкам. Вот еще один наш зритель, скрывающийся за иностранным никнеймом Олам Дилан. Расскажите о знаменитом завещании Петра Великого. Это завещание – одна из самых известных подделок мировой истории, стоящая в одном ряду с протоколами сионских мудрецов или, например, с менее известной, но очень значимой в мировой истории подделкой, которая называется «Константинов дар». Кто не знает, в двух словах расскажу. Это грамота, которую якобы написал император Римской империи Константин Великий, адресуя ее римским епископам. Грамота, где он папе римскому дарует духовную власть над всеми церквями христианскими, в том числе и над будущей Восточной Церковью, в которой он также закрепляет за ним право духовным образом окормлять, короновать герцогов, королей и прочих властителей на территории Западной Европы, а также закрепляет за римским папством земли, собственность, имущество, то самое, что будет впоследствии признано папской областью. Много столетий особые права Западной Римской Церкви, и имущественные, и духовные, опирались
на вот эту грамоту Константина. Там такая история, что якобы Константин заболел проказой, ничто ему не помогало, он умирал. И только когда он принял крещение из рук некого служителя церкви, даровал этому служителю в благодарность за свое волшебное исцеление все, что мог, включая свою императорскую корону, но служитель сей, не буду вам забивать голову его мифическим именем, сей служитель от светских даров отказался, за исключением, правда, земель вокруг Рима, Папской области, от короны отказался, от коня императорского, который ему Константин даровал, тоже милосердно отказался, а вот право короновать королей и особый статус Рима как центра христианства принять согласился. Вот от этого произошли особые полномочия римских пап западно-римской будущей католической церкви. Это все, конечно, подделка, фантазия и результат сложных политических игр и компромиссов в Западной Европе той поры. Возвращаемся к нашему фейку, к отечественному, к завещанию Петра Великого. Суть его сводится к следующему, что Россия планирует мировое господство. И Петр инструктирует своих наследников, как покорить, если не весь мир, то как минимум всю Европу. Достоверно определить авторов этой фальшивки сегодня, конечно, не представляется возможным. У Валентина Пикуля есть такая романтическая версия в пользу того, что основным автором изначальным этого завещания является тоже полумифический персонаж, некто Шевалье де Ом, международный авантюрист и шпион. То ли это женщина в мужском обличии, то ли мужчина в женском обличии. Разобраться в этом довольно непросто. Но это тоже предположение, это историческая версия, основанная на какой-то части первоисточников. Судьба дальнейшая этого документа, она очень поучительна и интересна. Во-первых, официально, полностью, он был обнародован только в канун 1812 года. Опубликован сразу на французском языке. Петр почему-то писал свое завещание на французском. Якобы он был выкраден из каких-то секретных архивов Елизаветы Петровны, где-то там хранился во Франции, много десятилетий, неизвестно зачем. И вот в канун вторжения Великой армии Наполеона в Россию был предан гласности, чтобы показать, естественно, что Наполеон всего лишь наносит упреждающий удар. Если Наполеон не нападет на Россию, то наследники Петра завоюют весь мир. Поэтому надо как-то от русской угрозы мир спасти. Желательно превентивной атакой. Далее. В следующий раз он опять был опубликован, широко распространен в европейской прессе в 1830 году. То есть во время Польского восстания. Ибо подавление Польского восстания, собственно, уже на территории Российской империи тоже трактовалось нашими геополитическими конкурентами почему-то как акт агрессии России против цивилизованного мира. Война в Чечне – это агрессия Российской Федерации против Соединенных Штатов. Вот так оно у нас всегда. Ничего не меняется. Затем это завещание было откорректировано, содержание было его уточнено и опубликовано в 1836 году по второму кругу или уже по третьему. Затем публиковалось в канун Крымской войны. Чувствуете тенденцию? Вот как только на Россию кто-то нападает, или Россия пытается навести порядок на своей собственной территории, сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Самое забавное, что очередная редакция этого завещания, измененная, уже публиковалась в конце XIX века применительно к Японии. То есть предполагалось, что Петр задумал еще и Японию с Китаем захватить. Очень, кстати, через несколько лет случился известный русско-японский конфликт. Так что с учетом событий последних лет, сами понимаете где, ждем с вами новых версий завещания Петра Великого. Просто поразительно, как у наших конкурентов не дошли до этого руки. Все-таки историю они учат гораздо хуже, чем во времена Наполеона. Вопрос. Никнейм Волле Лони. Историки утверждают, что Меньшиков и Екатерина отравили Петра. Так ли это? Никакие серьезные историки никогда этого не утверждали и не утверждают. Эта версия существует, исходя из теоретического предположения об интересантах, поскольку и Екатерина, в силу своей предполагавшейся любовной связи с Вильямом Монсом, за несколько месяцев до смерти Петра попала в опалу, и Меньшиков
тоже находился в этот момент не на лучшем счету из-за очередных подозрений в воровстве. И поскольку Екатерина и Меньшиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы в те молодые годы, почему бы им вместе не сговориться, попав в немилость, и не отравить своего государя? На самом деле симптомы болезни, от которой мучительно умер Петр I, достаточно подробно описаны и изучены современными медиками. Диагноз сводится к комплексу застарелых и новых заболеваний, переохлаждение почек. Кстати, это подтверждается официальной версией о спасении моряков там по пояс в ледяной воде Невы. Камни, старые болезни мочеполовой системы. В общем, все это сложилось вместе, падение иммунитета. Мучительно и больно Петр умирал, как мы помним с вами, на протяжении нескольких дней. Некая Златоспорт спрашивает нас. Есть очень интересная информация про то, как Петр и Екатерина были похоронены в один день. А как же Петр мог до этого долежать? Там сырость, мороз, жара. Дайте подробности, как долежать. Тогда трупы бальзамировали. Петра I забальзамировали. Вообще 40 дней все желающие могли с ним прощаться. Мы помним, Яков Брюс был большим специалистом по бальзамированию умерших. Труп не разлагался. Потом через 40 дней его закрыли в закрытый гроб. И далее этот гроб с телом стоял во временно возведенной тогда часовни внутри строившегося Петропавловского собора. Когда умерла его супруга Екатерина спустя 2 с небольшим года, ее тело тоже забальзамировали, и гроб поставили рядом, в часовне. И еще только через несколько лет, когда собор был уже достроен, императорская чета и была в один день торжественно погребена в специальном двойном склепе под иконостасом. Вопрос от некого Алика Петечкина. Феофан Прокопович, духовный птенец. Расскажите что-нибудь. Я об этом так вскользь говорил, когда говорил о птенцах гнезда Петрова. Феофан Прокопович интересный персонаж, необычный. Имена были раньше Феофан. Кстати, в миру Феофан Елеазар. Еще по заковыристи имя. Феофан Елеазар Прокопович родился в Киеве, в Малороссии. Семья его, правда, была из Смоленска, он из смоленских купцов. Сирота, воспитывался дядей. Дядя был образованным человеком, ректором Киево-Могилянской академии. Далее Феофан, получив теологическое образование в Киеве, учится за границей, много путешествует, работает по духовной линии в Польше, в Риме побывал. Что удивительно, знаете, такое случается часто. Прожив годы и проработав годы в Европе, вернулся большим патриотом земли русской. Ненавидел иезуитов, католиков, принял православие. До этого он был священником униатской ветви церковной. Принял православие и стал преподавать в академии. Там же познакомился с Петром. Петр попал каким-то образом на его проповедь, был впечатлен ораторским мастерством Феофана и, самое главное, масштабом его мышления, размахом мысли. Он почувствовал в Феофане такого западника, но патриота при этом, сторонника европеизации технической, не духовной, технической европеизации России, привлек его к своей реформаторской деятельности. С той поры Феофан Прокопович считается главным идеологом, разъяснителем петровских реформ. Он занял знаковый по сегодняшний день пост в духовной иерархии епископа Псковского. Знаете, кто сейчас псковский митрополит? Один из умнейших, самых ярких деятелей современной Русской Православной Церкви, владыка Тихон Шевкунов. Кто, если случайно не читал его книги «Не святые святые», немедленно возьмите, прочитайте. Это совершенно потрясающая светская книга о жизни церкви, монахов, деятелей церкви. Невероятно интересная и трогательная. Как и владыка Тихон, Феофан Прокопович был епископом Псковским. Но интересно другое, что и после смерти Петра он сохранил свои мощные позиции при дворе, пользовался большим влиянием и при Анне Иоанновне. Скончался уже в 1736 году. Вы знаете, историки до сих пор спорят о том, насколько эта фигура позитивная или отрицательная для
истории Русской Православной Церкви, для истории России. Но, вне всякого сомнения, совершенно точно, этот человек был очень яркий и очень талантливый. Никогда, вплоть до революции 17 года, ни один деятель Русской Церкви, ни один иерарх церковный, я не буду брать здесь святых старцев, так вот, ни один церковный иерарх не пользовался таким политическим государственным влиянием, как Феофан Прокопович. Вопрос еще один интересный от Лилии Уксегешевой. Я опускаю все комплименты в адрес вашего покорного слуги. А далее говорю, а были ли писатели, поэты в Петровское время? Были ли ученые? Кто занимался тогда наукой? В современном понимании этого слова писателей и поэтов в Петровские времена не было. Ну, точнее говоря, они были. Конечно, люди писали. Я вам рассказывал, даже будущий фельдмаршал Шереметьев писал интересные путевые заметки во время своего путешествия по Европе. Особенно по Италии. Татищев уже, правда, после смерти Петра писал свою версию истории государства российского. Конечно, и Феофан Прокопович, и Сильвестр Медведев, Симеон Полоцкий, Антиох Кантемир. Все они авторы большого числа и светских, и духовных произведений. Но они не были писателями в современном, вот в общественном смысле этого слова. Тогда вообще светская литература не была фактором общественной жизни. Если говорить речь о поэтах, то считается, что первым поэтом, стихи которого издавались, публиковались, был Василий Тредиаковский. Признаться, честно говоря, конечно, для современного уха, для современного читателя стихи что Тредиаковского, что Ломоносова, их читать трудновато. Ученые тоже, конечно, были. И Яков Брюс, и тот же токарь, который, конечно, совсем не токарь, а инженер-механик Петра Андрей Нартов. Но фундаментальная наука в те времена только зарождалась в России. Эти специалисты были прикладными учеными. Даже Академия наук, задуманная Петром, она ведь, собственно, создана была в полноценном смысле только после его смерти. Вопрос от Виргинии Людиной. Только что закончился сериал «Елизавета» по телевидению. Владимир Ярославович, что вы можете сказать по поводу этого фильма? Там несколько поднакручено. Я понимаю, что это художественное произведение, но ведь многие молодые люди изучают историю именно по художественным фильмам. Такой же вопрос задает и Йозеф Слотников. Что вы думаете по поводу современных экранизаций? Вы часто на них ссылаетесь. Когда я смотрю исторические фильмы с Черкасовым и Симоновым, я вижу государственных деятелей. Александра Невского, Петра Великого. А когда я смотрю всякую Елизавету или Екатерину, не могу не отделаться от впечатления, что передо мной ряженые. Нельзя сравнивать. Вы понимаете, советские фильмы, они ведь создавались не только как произведения высокой, безусловно, художественной ценности, они были идеологическим продуктом. Содержание имело в первую очередь идеологический посыл. А современные фильмы, не исключение и исторические, тем более сериалы, они создаются как продукт развлекательный, как продукт коммерческий, который должен притянуть широкого зрителя к экрану и желательно заставить его смотреть рекламу в рекламной паузе. Или же купить подписку, что предпочитаю я делать. Я уже много лет, наверное, лет 15, вообще не смотрю никакой телевизор. Я смотрю интересные телепередачи в записи. Не могу тратить время на просмотр рекламы. Ну или же купить подписку на платном ресурсе и смотреть, соответственно, историческое кино, сериалы там. Хотя есть и приятные исключения. Вы знаете, сериал «Борис Годунов». Он обладает, на мой взгляд, не только художественной, но и определенной идейной ценностью. Был еще сериал, может быть, менее яркий с художественной точки зрения, но тоже несущий определенные смыслы содержательные про Ивана Третьего, про его супругу Софью Палеолог. Или, например, если возьмем современное время, я не буду приводить вам в пример большое количество разных хороших фильмов на военную тематику. Все-таки их у нас очень, иногда даже слишком много разных. Ну, возьмите, например, «Тихий Дон», новую версию режиссера Урсуляка. Совершенно очевидно его и художественное, и идеологическое звучание. В общем, кино бывает разное. Надо относиться к этому в первую очередь как к произведению искусства. Конкретный вопрос. Давайте, пожалуйста, к каждой лекции примеры фильмов и книг, в которых, на ваш взгляд, желательно по теме почитать и посмотреть. Я принимаю к сведению ваши пожелания. Мы так, в общем-то, раньше делали. В конце многих лекций есть перечень использованной литературы, отдельный большой перечень в конце цикла, в том числе в конце цикла.
по Петру Первому, все использованные для литературы при подготовке лекций. Честно говоря, перечень фильмов я давать вам не буду, именно потому что они в разной степени исторически достоверны, у них разная художественная ценность, и это всегда будет носить какой-то характер вкусовщины с моей стороны, поэтому давайте кино вы смотрите то, которое вам нравится. Я иногда, не удерживаясь, что-то рекомендую. Простите, я тоже живой человек. Иногда говорю то, что нравится, за что всегда себя корил, особенно пока работал министром культуры. А вот книги это хорошо. Книги читайте. Такие списки мы делали и будем делать. За напоминание спасибо. Ольга Еланская спрашивает. Я прослушала весь курс о Петре. Молодец, Оля. Молодец. После похода на экскурсию в исторический музей с прекрасным гидом Антоном Махныревым. Приятно, когда люди хвалят конкретных людей. Хороший гид, значит. Но лекции у вас тоже суперинтересные, познавательные, эмоциональные. Вот единственное, не услышала об отношении к супруге Петра при Парижском дворе при втором посольстве. Там тоже были интересные моменты, как нам рассказывали. Екатерина не была в Париже, не была во втором посольстве, Петра не сопровождала, они переписывались. Петр 1,5 года в отъезде, длительные командировки. У них есть очень интересная, трогательная переписка. Ироничная. Петр, вы знаете, очень иронично переписывался. Такой у него стиль был. Человек был со своим чувством юмора, надо сказать, неплохим. Екатерина действительно, ей интересовались и при Парижском дворе, и при других, потому что это была такая экзотическая девушка с учетом ее происхождения, как вы понимаете, более чем из низов. И стать императрицей, она вызывала неподдельный интерес. Ну, на момент Второго Великого посольства Екатерина еще не была, кстати, официальной супругой государя, считалась его гражданской женой, незаконной. Повенчались они позже. Ну, в общем-то, в Европе это было обычное дело. У многих государей были жены официальные, неофициальные, марганатические. Ничего там удивительного для европейского двора того времени не было. Вопрос не по содержанию, как говорится, а по форме. Часто спрашивают, где можно ваши лекции скачать, чтобы их слушать без интернета. Ответ простой. Есть приложение у лектория Достоевский. Приложение доступно для любого телефона, для любого носителя. Смартфона, айфона, в любой операционной системе. Так и называется, лекторий Достоевский. Очень удобно. Там, естественно, не только мои лекции, а весь огромный массив сотен и сотен лекций, которые размещены в лектории Достоевский, видеофильмов, много чего интересного. Скачивайте приложение, затем, находясь где-нибудь в бесплатном Wi-Fi, скачиваете лекцию, видеофильм, смотрите, где вам удобно, без интернета. Удобно, экономно, высокое качество. Я, например, часто слушаю лекции, когда занимаюсь спортом, наушник вставил, материал скачан, качество превосходное. Совмещаем полезное с полезным. Ну и, наверное, еще один вопрос от Виктории Афанасьевой, связанный с романом Алексея Толстого «Петр I». Что значит хороший роман? Там есть интересная линия, связанная с сестрой Петра Натальей. Хотелось бы узнать поподробнее о ее жизни и судьбе. Если будет возможность, пожалуйста, расскажите. Возможность есть. Рассказываю. Я, кстати сказать, всегда стараюсь поподробнее чуть рассказать об окружении наших государей-императоров, о родственниках, потому что это правильный вопрос, интересно. Мы ведь хотим, чтобы эта история была живой, чтобы они пред нами стояли как живые нормальные люди, а не как какие-то иконы или карикатуры из учебников истории. А у живых нормальных людей есть дети, жены, любовницы, любовники, родители, ну и, конечно, братья и сестры. Так вот, сестра Петра, Наталья, это единственная родная сестра государя, которая пережила младенчество. Она воспитывалась вместе с Петром, она разделяла его увлечения, его потехи. И, говорят, даже вместе с ним многократно посещала немецкую слободу. Сестра была любимая. У нее всю жизнь были с братом очень теплые, близкие отношения. Она разделяла его увлечение Европой, европейской культурой. И даже зашла в этом отношении дальше Петра, потому что Петр театр, как мы помним с вами, не любил и не понимал. А вот Наталья увлеклась. При ней в Преображенском дворце начались театральные представления. И специальным указом императора
труппе этого царского театра придворного были переданы, как было написано, все уборство из комедийной храмины, прежде размещавшейся на Красной площади в Москве, а также все комедиальное и танцевальное платье, которое было привезено несколькими годами ранее какими-то гастролирующими немецкими театрами, и где-то там находилось. Есть даже сведения, что сестра что-то сочиняла и выступала в роли драматурга. После того, как Евдокию Лопухину постригли в монахи, воспитание царевича Алексея было отдано сестре Наталье. Позже туда же Петр отправит на обучение хорошим манерам, очевидно, русскому языку и так далее, и Марту Скавронскую, где она получит в крещении имя Екатерины. Ее крестным отцом, кстати, как вы помните, стал сам царевич Алексей, такая Санта-Барбара. Вот, так что вместе с сестрой Петра Натальей в Преображенском жили и Марта Скавронская, и царевич Алексей, и две сестры Меньшикова, с которыми тоже он находился в хороших отношениях, и еще жена Меньшикова Дарья, и старая любовница Петра, сестра жены Меньшикова Варвара. В общем, это такой был целый женский двор, женское общество. У нас нет никаких достоверных сведений о личной жизни царевны Натальи. В романе Толстого есть такая романтическая любовная линия, где фигурирует один из рода Бровкиных, как возлюбленный царевны. Но это, конечно, творческий вымысел автора, потому что, собственно, все Бровкины – это вымышленные литературные персонажи. Так либо иначе, замуж она не вышла, тогда было тяжело найти взрослой русской царевне партию. Сведений о ее детях у нас тоже нет. Она потом переехала в Петербург, очень полюбила, кстати, новый европейский город, долго там прожила и тоже похоронена в Александро-Невской лавре. Там есть ее могила. Снова вам говорю, приходите, приезжайте в наш прекрасный северный город, приходите в Александро-Невскую лавру, побродите по старому кладбищу, вы почувствуете дух Петровской эпохи. Вопрос от Светланы. Интересно пофантазировать, что было бы с Россией, если бы Петр прожил еще 10-20 лет. Ведь он умер еще совсем не старым мужчиной, а энергии у него было на 10. Ну, почему бы не пофантазировать? Мы знаем, что на Западе, на Севере Петр решил те задачи, которые перед собой ставил. И, возможно, даже добился гораздо большего, чем изначально планировал. Мы знаем, что последним его крупным внешнеполитическим предприятием был успешный Каспийский поход, в результате которого за нами закрепилось все западное и южное побережье Каспийского моря. Это современная территория Ирана даже. Можно предположить, что дальше были бы предприняты действия по укреплению владения России на южном побережье Каспия, возможно, в Закавказье, возможно, движение дальнейшее в Персию. Это направление у Петра очень хорошо развивалось, у него там все получалось. Петр поддерживал связи с Грузией. Мы знаем, покровительствовал царю самого большого на тот момент грузинского государства Вахтангу VI. С учетом того, что по условиям заключенного незадолго до смерти Петра договора с Турцией России было гарантировано спокойствие на южных рубежах, возможно, Петр бы двигался дальше на Кавказе, шел бы в Закавказье, а может быть, не забудем про Кантемиров, про особые отношения с молдавскими господарями императора, Петр бы попробовал бы еще раз пробиться к Черному морю, разыграл бы вот эту вот грузинскую молдавскую карту. Мы говорили с вами еще и о мадагаскарском проекте, невероятно смелом и неожиданном для Петра. Я уверен, что если бы Петр прожил еще 10-20 лет, у него возникла бы масса других, не менее ярких идей дальней экспансии, в том числе и на Тихом океане. Во внутренней политике точно бы продолжилась политика реформ. Возможно, так всегда бывает, логично, произошло бы очередное обновление элит. Ну и, конечно, интересный вопрос династический. Нам известно отношение Петра в последние годы жизни с Марией Кантемир. Вот если представить себе, что у Петра появился бы ребенок от Марии Кантемир, Мария Кантемир все-таки княжна, и если бы Петр развелся с Екатериной, женился на Марии,
Это был бы брак соответствующего уровня. Значит, появился бы мальчик-наследник. Плюс 2 дочери от Екатерины. Анна и Елизавета. Анна к тому моменту уже выдана замуж. Плюс не забудем внук, сын царевича Алексея. И самое главное, право Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. В общем, здесь сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая «Игра престолов» и «Дом дракона» оказались бы просто детским садом, младшая группа, как говорится. Но, конечно, в одном можно не сомневаться. Если бы Петр не скончался скоропостижно, совсем еще молодым мужчиной, как правильно сказала наша слушательница, если прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Все то, что сделала впоследствии Екатерина II, было бы сделано на полвека раньше. И вот этот огромный фрегат, линейный корабль под названием Российская империя, который своими руками построил и мореплаватель, и плотник Петр Великий, паруса бы его надулись, он обрел бы совершенно иную крейсерскую скорость, и, безусловно, наша страна бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. Получилось то, что получилось. И даже за то, что Петр успел создать за свои 53 года жизни, даже за это должны быть ему бесконечно признательны. Лилия Мустафина. Интересно было бы услышать о побочных ветвях Романовых. У Петра I была дочь Анна, мать Петра Ульриха из Киля. Может быть, было еще что-то новое, помимо общеизвестного. Ну, что касается Анны Петровны, матери будущего императора Петра III, об этом мы довольно много говорили. Но вообще до конца XVIII века говорить о побочных ветвях Романовых в Европе не приходится. Был родной брат Екатерины в Цербсте. У них были странные отношения, они не переписывались, ни разу не встречались, их отношения не поддерживали. Проблема XVIII века – это проблема, как сыскать легитимного наследника на престол, более-менее близкого по крови, которого воспримет верхушка общества. Вот начиная с XIX века, династия Романовых, начиная, собственно, с сына Екатерины Павла, разрослась. И уже к концу столетия в императорском доме числилось порядка 110 великих князей и великих княгинь. Это была большая семья. Но, кроме того, в Европе появились многочисленные родственники. Родственники, так сказать, по факту. То есть какое-то время кто-то из представителей данного рода имел отношение к российской царствующей семье. Ну, например, семья Мекленбургских, самой известной представительницей которых была Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора Ивана VI, той самой известной железной маски русской истории. Далее, благодаря Петру III в родственных связях с домом Романовым находилась еще одна немецкая семья – Ольденбургский дом. Принцы и принцессы Ольденбургские рассеялись по всей Европе. Один из них, Петр Фридрих Ольденбургский, впоследствии основал русскую ветвь этого германского дома. В 1808 году он прибыл в Россию и, получив должность генерал-губернатора Эстляндии, сочетался браком с четвертой дочерью Павла I Екатериной. Пара, принц Ольденбургский и Екатерина Павловна, стали жить в Твери. И надо сказать, что они сделали много хорошего для развития Тверской губернии и Твери как города. Вообще брак был по принуждению. Екатерина была влюблена в Петра Багратиона. Багратионов много состояло на русской службе. Самый известный из них Петр Багратион, прославленный герой войны 812 года. Человек несчастливый в личной жизни, супруга его законная с ним не жила, путешествовала по Европам. И вот любовь с принцессой, конечно, это мезальянс, конечно, это скандал. Поэтому быстренько Екатерину выдали замуж за немецкого принца Ольденбургского. И вот брак хоть был по расчету, а не по любви, но оказался очень счастливым. Потому что у них родилось несколько детей. Они жили очень счастливо и дружно. Принц очень любил свою супругу. Вообще был человек приличный.
Много сделал для благоустройства города Твери, подчеркну. Учредил будущий институт путей сообщения. Много занимался образованием. Вообще человек был очень воспитанный и образованный. Знал множество древних языков и даже переводил Горация с латыни на русский язык. К сожалению, сам принц умер довольно молодым, в 812 году. У них были сыновья, и они дали обширное потомство. Альденбургских Романовых числилось довольно много. Можно еще рассказать про один замечательный род со сложно произносимым для русского человека названием. Это род Лейхтенбергских. Род этот происходил от французского дворянского рода Багарне, наиболее знаменитым представителем которого была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина Багарне. И, соответственно, ее сын, пасынок Наполеона, один из его лучших военачальников, к слову сказать, Евгений Багарне. Мы говорим об истории XVIII века, а поскольку, как я понимаю, среди нас любители русской истории в целом, то я здесь не удержусь и расскажу вам историю про Евгения Багарне и монастырь в Звенигороде, Саво-Сторожевский монастырь. Он есть и по сей день, это прекраснейший памятник русской архитектуры. Евгений Багарне, отступая со своим корпусом из Москвы, остановился в Саво-Сторожевском монастыре. Как вели себя французские солдаты? Грабили, насиловали, ни за что не платили. Особенно после отступления из Москвы, вот армия уже была такая потрепанная, в моральном смысле особенно. То же самое они начали делать и в этом монастыре. И тут Евгению Багарне, глубокому атеисту, ночью, во сне, является основатель этого монастыря и говорит ему: запрети своим солдатам грабить монастырь, верни все, что взяли на место, и веди себя достойно офицера. Я обещаю, что если ты выполнишь все мои пожелания, Господь защитит тебя от пуль, от штыка, от сабли. И более того, предрекаю, что судьба твоя и твоего рода еще будет тесно связана с Россией. Я не знаю, на каком языке во сне общался Евгений Багарне со святым монахом, основателем монастыря, но утром он жестко пресек мародерство, заставил вернуть церковную утварь, вывел с территории солдат. Наполеоновские войны продолжались еще несколько лет с большими потерями. Евгений Багарне был уже несколько раз ранен, он все-таки боевой генерал. Но начиная с этого самого момента ни одной царапины, никогда, ни в одной переделке. Но это первое. Второе, самое удивительное, произошло после. Сын Евгения Багарне, Максимилиан Август Наполеон Багарне, родившийся через 5 лет после описываемых событий, в 1837 году, год смерти Пушкина, легко запомнить, сыну на этот момент 20 лет, приезжает в Россию. Русские люди не злопамятные. Он был тепло принят императорской семьей, хоть и был потомком семьи Бонапарта. Познакомился с дочерью императора Николая, великой княжной Марией Николаевной. И, несмотря на все эти сложные дипломатические и династические нюансы, между ними вспыхнула искра, он сделал предложение, брак был одобрен. Он женился на дочери императора Николая I. У них был очень счастливый брак, и их потомки много десятилетий, вплоть до революции 1917 года, приняли православие. Кстати, то, что потомки Багарне примут православие, тоже прозвучало в этом странном вещем сне Евгения Багарне. И много десятилетий его потомки, дети, внуки служили верно Российской империи. Такая занимательная история. Следующий вопрос задает Николай Герасимов. Были ли экономические предпосылки для реформ Петра I? Собственно, мы о реформах Петра I с вами не говорили. Мы говорили о последствиях реформ, тех, кто взял управление Российской империей после его смерти. Отвечу коротко. Мне кажется, что если очень упрощенно посмотреть на экономику, то она определяется наличием сырьевых ресурсов, человеческих ресурсов, производства и торговли. С ресурсной базой в России, как и сейчас, дела обстояли неплохо. Нефть и газ тогда не считались. Но и в России, кроме этого, было много разных ценных, востребованных на международном рынке природных ресурсов. В первую очередь лес. Главным образом лес корабельный, то есть очень качественный, очень высокий. Далее слюда, заменитель стекла на тот момент. Мед, как источник сахара. Тогда уже начали поставлять в Европу сахар из сахарного тростника, но все-таки его было мало, он был довольно дорогой. Лен. Пенька, конопля. Пеньку, собственно, делали из конопли, и это очень важный стратегический материал, потому что речь не в производстве органической, приятной на ощупь одежде. Из конопли, из пеньки крутили корабельные канаты. Это были
самые прочные на тот момент, самые эффективные корабельные снасти. И вот без русского леса и без русской пеньки ни один европейский флот на тот момент не мог бы в полном объеме существовать. Британский флот в какой-то момент снабжался процентов на 70-80 русской пенькой и практически, там, по-моему, процентов на 90 русским лесом. Экономика была абсолютно феодальная, основанная на труде крепостных крестьян. Населения не хватало, несмотря на огромные ресурсы. Рынка труда не было. Это являлось и следствием, и причиной существования крепостного права. С международной торговлей до Петра вообще беда. Если Россия возникла изначально как государство на перекрестке важнейших торговых путей из Варяг-Греки с севера в Константинополь на юг и второго так называемого Волжского пути, опять же с севера из Скандинавии через Новгород и далее через Волгу в Персию и в сторону Ближнего Востока и Средней Азии, то во времена молодого Петра Россия полностью оторвана от международных торговых путей, отрезана от мореходства, вынуждены очень дешево отдавать товар международным посредникам, очень дорого закупать любой импорт, полностью зависеть от больших монополистов, которые контролировали, собственно, всю торговлю России. И, конечно, это было невыгодно. Петр I, он не получил фундаментального экономического образования. Вообще никакого образования не получил, если честно говорить. Но вот спинным мозгом, как человек умный, он чувствовал, что если не преодолеть международную торговую изоляцию, то государство никогда не разбогатеет, и правящий класс, и торговый класс тоже никогда не разбогатеют. Поэтому жизненно важно выходить напрямую на международные рынки. Поэтому вся его активная внешняя политика была продиктована стремлением выйти напрямую либо на северные рынки через Северные моря, либо через юг, через Азовское, в идеале через Черное, через Каспийское море тоже выйти на южные торговые рынки. Поэтому Петр действовал абсолютно правильно в экономических интересах России. Мы можем сказать, что задал правильный вектор развития. Подписчик НН спрашивает, можно ли рассказать отдельно про образование губерний в России? Территориальное деление русского государства к началу XVIII века было очень устаревшим. Основной территориальной единицей были уезды. Во главе уезда назначался воевода из Москвы. Соответственно, уездов было, по-моему, штук 150, что-то около этого. Почти в 2 раза больше, чем сейчас субъектов федерации. Были еще отдельные территории, которые управлялись приказами, своего рода министерств. Сибирский приказ, Малороссийский приказ. Отдельно существовали еще волости на особом режиме такого полуместного самоуправления. Все это было довольно запутанно, громоздко и многочисленно. У Петра не было никакого плана реформ. У Петра было стремление сделать государство более обеспеченным и более твердо стоящим экономически на ногах. Сделать государство богаче, прочнее. Для этого надо было выйти напрямую на торговые рынки. Чтобы выйти напрямую на рынки, необходимо было оттеснить турок от южных морей, либо Швецию от северных морей. Для этого приходилось воевать. Чтобы воевать, нужны деньги. Деньги и человеческие, плюс дополнительные материальные ресурсы. Деньги надо где-то получать как-то системно. Поэтому Петр и проводил все свои реформы, исходя из простого, меркантильного, ясного, прямого пожелания увеличить доходную базу бюджета для реорганизации армии, с помощью этой армии решить вопросы прорыва к морям. И логика была очень простой. Потом это отобьется. Поэтому Петр провел первую реформу территориального управления, создал 8 губерний: Московскую, Ингерманландскую. Ингерманландия — это, сейчас бы это сказали, Ленинградская область с окрестностями. Затем Киевская, Смоленская, Архангелогородская — это огромная губерния на севере, Казанская и Азовская и Сибирская. Потом при Петре добавились еще Рижская, Астраханская, Нижегородская губернии. Губернии делились на провинции, на города. Провинции — это были подразделения, отдаленные части губернии. Где-то могла быть одна провинция в губернии, где-то несколько. Важно то, что сейчас перед губернатором стоит любым главная задача – территориальное, экономическое, социальное развитие. То есть главная задача губернатора – это развитие территории, развитие его губернии. Тогда перед губернатором ставилась совершенно другая главная задача – это собирать подати и обеспечивать рекрутский набор. Ну, либо обеспечивать принудительный набор на какие-то гражданские стройки, например, на строительство Петербурга, на строительство флота, на строительство каналов, на строительство дорог, на строительство
верфи судостроительных и прочее. То есть у губернатора были такие функции выбить деньги. Соответственно, если он денег не выбивал по разнарядке, сколько нужно было, отвечал за это лично, собственным имуществом. Могли в казну имение отобрать в счет недоимок. То есть денег не собрал, заплати сам. Тяжелая была работа. Впоследствии территориальные реформы проводились еще неоднократно. Последняя, наиболее внятная, была как раз при Екатерине, о которой я рассказывал. И в несколько уточненном виде система губернского управления, созданная при Екатерине, она существует у нас и по сегодняшний день. Наш подписчик Татьяна Николаева спрашивает, где пределы императорской власти и почему не собирали земские соборы? У императорской власти нет пределов, она на то и самодержавная власть. Самодержец, пределы его власти определены только Господом, потому что он помазан на царствие свое Богом и перед ним отвечает, либо ответит на суде, как он заботился о своей стране и своем народе. Разговор может быть самым жестким. Поэтому самодержец подчиняется никому, только высшим силам, и ему, в свою очередь, подотчетны все. На самом деле, на практике самодержавная власть ограничивалась здравым смыслом и умением любого самодержца лавировать между разного рода властными придворными группировками, гвардейскими, между группами влияния. Тот, кто лавировать не умел, тот, кто чужие интересы никак не учитывал и считал, что его власть абсолютно и слушаться ему будут поэтому априори, заканчивали весьма печально. Мы об этом говорили. И посмотрите на судьбу Петра III, например. Что касается земских соборов. Земский собор – это такой аналог французских генеральных штатов, общее собрание по довольно расплывчатой избирательно-представительской системе всех сословий, кроме крепостных крестьян. Крепостные не избирались и не могли быть избранными. Их представлял помещик. От их имени говорил. А все остальные сословия присутствовали. Вот земские соборы собирались по мере необходимости для принятия тех либо иных важных решений, например, вопросов резкого увеличения налогов, временного, как правило, либо объявления войны. Вот вопрос о принятии под царскую руку малороссийских земель по многократному прошению малороссийского казачества, русских людей с территории тогдашней Речи Посполитой, это решение рассматривалось на двух земских соборах. Алексей Михайлович не брал на себя, отец Петра I, такое тяжелое решение, вслед за которым последовала, кстати сказать, неизбежная война с мощной Польшей. Алексей Михайлович один раз собрал земский собор, посовещались, но как-то решили поосторожничать. Потом в 1653 году Алексеем Михайловичем был создан еще один земский собор, который, собственно, и ратифицировал современным языком воссоединение России с малороссийскими землями. Потом еще раз земский собор собирался в 1684 году, уже при правлении Софьи, старшей сестры Петра I, для решения вопросов о вечном мире с Польшей. Алексей Павлов спрашивает, правда ли, что европейские правители презирали Екатерину I за низкое происхождение? У нас нет никаких письменных свидетельств на сей счет, хотя предположить нечто подобное можно, потому что не только европейские монархи могли относиться к ней свысока, но и, собственно, представители русской аристократии. Я напомню, что когда после смерти Петра II, довольно скоропостижной от оспы, на заседании Верховного Тайного Совета рассматривался вопрос, кого пригласить на русский трон, то кандидатуру Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины, даже отказались рассматривать. Причем отказались рассматривать с оскорбительной формулировкой «Кухаркиных детей считать за кандидатов давайте не будем». Так что вот свысока относились. Анастасия Булатова. Было бы интересно узнать о судьбе семьи Долгоруких. История Долгоруких действительно очень интересная, трагическая. Является яркой иллюстрацией того, что на Руси из грязи в князи подъем может быть очень быстрым, также быстро может быть и падение. Некоторые деятели XVIII века, чем интересна наша история, они этот путь вверх-вниз, обратно проделывали по несколько раз. Вспомним и Менщикова, и Волынского, Миниха со Стерманом, которых помиловали прямо на эшафоте, и Берона, вознесшегося на самую вершину, потом сосланного в Сибирь, а потом ставшего герцогом Курлянским. Жить надо долго. Времена прошли, вернулся, опять всего практически добился, чего хотел. Так что вот в судьбе Долгоруких такого уж ничего необычного для того времени нет, поскольку, как сейчас говорят, поражение в аппаратной игре по тем временам могло быть синонимом потери всего, включая жизнь.
Но с другой стороны, вот этот старинный русский род его действительно буквально разгромили, как семью врагов народа. Семья-то была довольно дружная. Катя Долгорукая, признанная красавица, стала невестой Петра II. Далее была история с подложным завещанием. Якобы уговорили Ивана Долгорукого, ближайшего друга Петра, написать и подписать за Петра завещание в пользу Кати Долгорукой. Петр II фактически был при смерти, в агонии. Никто, кстати, этому завещанию не поверил, его сожгли, даже рассматривать не стали. Но оно было. Потом была история с кондициями. Они, активно участвовали в этой интереснейшей истории. Я вас отсылаю к моей предыдущей лекции, где я подробно рассказывал про то, как Россия чуть не стала Англией, конституционной монархией. Был у нас такой исторический поворотный момент. Не получилось. Долгоруковы после истории с кондициями получили самые разные назначения, в основном в провинции, но система работала беспощадно. Уже в дороге их догнали и всех арестовали. Одного Василия Лукича заточили в Соловецкий монастырь, кого-то сослали в Сибирский Березов. Кстати, поместили их в тот самый дом, в котором жил Менщиков, сосланный в Березове, который он своими руками построил. Там же оказался Иван Долгорукий, незадачливый поддельщик императорского завещания. И он и до этого был склонный к алкоголю. Там он совсем начал спиваться, тормозов никаких не было. Да и жизнь-то была в Березове. Посмотрите где-то на карте. Ничего удивительного, человек закладывал ежедневно за воротник. Вскоре на Долгоруких поступили донос. Система слова и дела работала. Их вызвали в Москву. Началось долгое следствие. Под пытками они сознались в подделке завещания, в умыслах на захват власти. Я не могу представить себе, честно говоря, кто бы не сознался под пытками в чем угодно. Потому что у нас тогда все было очень изощренно. Не так разнообразно, как в Европе. Но страшно. Вот они все сознались, 4 Долгоруких казнили, включая и бывшего члена Верховного Тайного Совета, дипломата Василия Лукича, и его двоюродного брата, сенатора Ивана Долгорукова, и дипломата Сергея Долгорукова, который прямо перед этим был прощен, назначен послом в Англию, но только выехать не сумел. Ну и, соответственно, главное действующее лицо, ближайшего друга, молодого императора наперстника и собутыльника Ивана. Ивана, кстати, не просто казнили, а четвертовали. Катю Долгорукую постригли в монахини, сослали в монастырь. Теперь вообще была ни в чем не виновата, кроме того, что в силу семейных интриг оказалась невестой императора. Там вся семья была подвергнута репрессиям, ссылкам. Долгоруких было много. Вот интересна судьба одного из них, Василия Долгорукова. На момент восшествия на престол Анны Иоанновны ему было 8 лет. То есть он точно ни в каких интригах, заговорах, ни в чем не участвовал и не мог. Как только он достиг 13 лет, его сразу же отдали в солдаты. И он попал в действующую армию под начало фельдмаршала Миниха, который пошел штурмовать Крым. И вот когда войска Миниха уперлись в Перекоп, то бравый фельдмаршал сказал, что первому, самому храброму солдату, который взойдет на вал Перекопа, будет пожалован офицерский чин. Офицерский чин – это сразу дворянство потомственное на тот момент. Ну и первым со шпагой в зубах на вал взобрался 14-летний Вася Долгорукий. Парень был отчаянный. Долгорукий находился в армии с запретом на повышение в чинах. То есть предполагалось, что он должен там где-то солдатом и закончить свою жизнь на поле брани. Миних этого не знал. И по окончании боя ему привезли этого молодого подростка по современным меркам. Тогда раньше люди взрослели. И он получил чин с вручением офицерской шпаги, с патентом. Ну, все как положено. Когда Миниху сказали, что это опальный Долгорукий, которого запрещено производить в офицеры, он не отменил свое распоряжение. А Анне Иоанновне так и объяснил. Сказал, ну я не знал. Парень оказался храбрым. И якобы Анна Иоанновна говорит, ну не отбирать же у этого сосунка шпагу. Ну пускай. Вот с этого момента и началась военная, очень успешная карьера Василия Долгорукова. Видимо, он все-таки был прирожденным офицером. Дослужился до самых высоких чинов. Получил титул крымский. Наряду с Потемкиным является одним из завоевателей Крыма. Весьма-весьма достойный человек. В преклонных годах Василий Долгорукий был назначен главнокомандующим генерал-губернатором Москвы. И, кстати сказать, с тех пор многие Долгорукие, потомки этой старинной фамилии, были губернаторами Москвы вплоть до 20 века. Вопрос от Светланы Валиулиной. Касательно Петра II. Как получилось так, что он заболел черной оспой и умер, а его окружение Бог миловал? Оспа в средние века – это страшная болезнь, настоящий бич. Миллионы людей умирали от оспы. Заболеть мог каждый. Есть разные данные по статистике от 20 до
30% смертность. Петр III, супруг будущей Екатерины Великой, переболел оспой в взрослом возрасте. Это не написано ни на одном портрете, но его лицо было страшно обезображено, он был совершенно рябой. Те, кто болели оспой во взрослом возрасте, внешность у них была совершенно неприглядная. Надо сказать, что портретисты того времени, было такое негласное правило, оспины никогда не подчеркивали, а оспины были очень у многих. Что касается Петра II, то он был довольно крепким молодым человеком, весь, наверное, в деда. Современники отмечали там и физическую силу этого юноши, и высокий рост, выносливость. Но, тем не менее, он простудился довольно жестко, и, видимо, на воспаление легких наложилась еще и оспа, и сгорел буквально за несколько дней. Кстати сказать, заразили его как раз долгорукие, ближайшие сотоварищи. У кого-то в доме Долгоруких оспа была, а никто из них не умер. То есть, либо выздоровели, либо не болели вообще. Вакцин тогда не было, и это была рулетка. Так что можно сказать, что Петру II просто не повезло. Я напомню, кстати, что Россия стала первой страной в мире, которая поборола черную оспу полностью. Последние больные у нас были зафиксированы в 1936 году. Вот что делает правильно организованная всеобщая вакцинация. Вопрос от Елены. Прочитала Лажечникова еще в детстве. Остались яркие впечатления от эпохи Анны Иоанновны. Хотелось бы уточнить, чья цитата о преимуществе монархии перед демократией. Но это не цитата, это популярное высказывание. Преимущество монархии перед представительной демократией заключается в том, что при монархическом способе правления, чисто по теории вероятности, во главе государства может оказаться милосердный и порядочный человек, высоких нравственных качеств. При демократической избирательной селекции таким на самый верх не пробиться. Я добавлю сюда высказывание Оскара Уальда. У современной демократии есть только один опасный враг – добрый монарх. В общем, это вопрос довольно интересный. В наше время спор о достоинствах монархии, представительной демократии, он, конечно, поутих. Считается, что априори либеральные ценности современнее и правильнее, чем монархические. Хотя мы на самом деле видим, что про и контра в этой истории довольно много. Да и западная модель демократии, которую мы не так давно все считали за абсолютный идеал, она тоже далека до совершенства, дает много сбоев. И не надо испытывать иллюзию, что демократия – это власть каждого. На эту тему есть замечательное высказывание, приписываемое Иосифу Виссарионовичу. Я всегда считал, что демократия – это власть народа. Но господин Рузвельт объяснил нам, что демократия – это власть американского народа. Коль у нас много цитат, добавлю еще слова Василия Ключевского. Абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайность рождения. А вот что сказал и другой довольно известный философ Франсуа Мари Аруэ, более известный нам как Вольтер. Монархия – лучший из худших видов правления. Вот так. Лучший из лучших способов правления великий философ не назвал. Следующий вопрос. И это даже группу вопросов. И Николай Герасимов, и Рашид Тасыбаев, Владимир Красноперов и прочее, прочее, прочее. Все касаются того, как выбирали жен русские монархи, почему выбирали только иностранок. Ну, не только иностранок. Первым, кто попытался выдать замуж дочь Ксению за иностранца, был Борис Годунов. Он такой рискованный шаг пошел. Несколько было партий возможных. В итоге уже вроде как договорились с одним принцем. Принц этот прибыл в Москву. Его показали через решеточку Ксении Годуновой. Ксении он очень понравился, ведь ему был симпатичный молодой человек. Ему Ксению не показали, но показали портрет, изображение. Тогда, как считалось, не очень этичным знакомить до свадьбы, слишком близко. Портрет показали, но, к сожалению, брак не сложился, потому что неожиданно этот принц Иоанн, его звали, заболел и умер. И вот с той поры, вплоть до Петра I, как-то у нас с международными браками не получалось. Петр I первым выдал свою дочь Анну, как мы знаем с вами, за немецкого герцога Карла Фридриха. Соответственно, сын этой пары и есть Петр III. Елизавету он собирался выдать за французского короля. Мы об этом говорили, не сложилось. Ну, с той поры кто был у нас на троне? Анна Иоанновна, она, в общем-то, русская. Она Ивановна Анна. Анна Леопольдовна, она, собственно, царицей не была. Тоже отчасти русская. Петр III, император уже смешанных кровей, но он при этом законный внук Петра I. На самом деле, вплоть до Петра III, который женился на немецкой принцессе и потом понеслась искать жен среди дочерей мелких германских сувениров, до этого были русские. Катя Долгорукая, невеста Петра II, была русской. И Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Разные были жены, и русские, и не русские у наших правителей. Алексей Павлов спрашивает.
Почему весь 18 век трон занимали женщины? Не противоречит ли это правилам престолонаследия? У нас в течение 18 века, собственно, было 5 женщин на российском троне. Я даже сказал 4,5. Это Екатерина I, Анна Ивановна, наполовину Анна Леопольдовна. Она была при троне, как регентша при своем сыне Иване. Затем Елизавета Петровна и, собственно, Екатерина II. Вот 4,5 монархини. Получалось-то каждый раз не специально, просто вот такие были династические и силовые расклады при дворе. Причиной всего этого было в первую очередь то, что Петр I отменил традиционный порядок наследования и своим уставом о наследии престола 1722 года определил, что престол может занимать любой человек по завещанию императора, любой, которого он сочтет достойным. Этот порядок действовал почти целый век, до 1797 года. Отменил его только Павел I, который 5 апреля, прямо во время коронации в Успенском соборе, обнародовал новый акт о престолонаследии, который, собственно, и существовал до 17 года. Преимущественное право наследования престола закреплялось за мужскими членами императорской фамилии. То есть, сначала наследовал старший сын царствующего императора, потом его сыновья, то есть все его мужское поколение. Если только мужское поколение старшего сына пресекалось, тогда переходило право наследования в род второго сына и так далее. При пресечении последнего мужского поколения сыновей императора, что ни разу за весь 19 век не случалось, уже наследство оставлялось в том же роде, но в женском поколении. То есть женщины формального права на престол не потеряли, просто было много сыновей у императоров здоровых, и до женщин дело не доходило. В общем, больше женщин на троне Российской империи не было. А то, что они во время такого хаоса в системе престолонаследия в 18 веке подряд несколько раз оказались на российском троне, такая у нас веселая была история. Некто Лангеман, зачем Россия датировала Курляндию, долгая история про Курляндию, можно очень долго рассказывать. Так получилось, что дочь Петра I вышла замуж за курляндского герцога. Курляндия, напомню, это часть Латвии, так упрощенно говоря. Только там никаких латышей не было, там были немцы, остзейские. Всем заправляли немцы и шведы. Это германское герцогство. Латыши там где-то были местные, податным населением. В города не всегда пускали. И вот это немецкое герцогство, после того, как герцог Курляндский скончался, на троне осталась дочь Петра I, Анна Иоанновна. К ней приехал Петр Михайлович Бестужев, русский резидент. Он там всем делами заправлял. Герцогство было небогатое. Россия выделяла средства на содержание дочери Петра. Не бросить же ее там. Закрывала какие-то бюджетные дырки, как бы сейчас сказали. Вот с той поры Курляндия и находилась на постоянной полудотации, поддержки и полууправления со стороны Российской империи. Окончательно вошла в состав России после третьего раздела Польши в 1795 году. Почему после раздела Польши? Потому что Курляндия, будучи независимым государством, находилась тогда так называемой праве ленной зависимости от Речи Посполитой. Речь Посполитая прекратила свое существование, и вместе с ней и Курляндия прекратила существование. Стала просто очередной российской территорией. Все сразу успокоилось. Как сложилась судьба детей Анны Леопольдовны, спрашивает нас несколько сразу подписчиков, и Кирилл, и некто Ирен Майер, и другие. Трагически сложилось, потому что это был странный брак. Кто такая Анна Леопольдовна? Анна – это еще одна внучка Ивана, который был царем-соправителем при Петре I. Вот тот самый Иван, которого считали слабоумным. Соответственно, Анне Иоанновне, бездетной, она приходилась родной племянницей. Поэтому, когда Анна Иоанновна умирала, она назначила своим наследником сына Анны Леопольдовны Ивана, регентом обозначив Берона. Всю эту историю тоже я подробно в лекции рассказывал, к ней отсылаю. Вопрос в чем? У вот этой девушки Анны несколько лет была страстная любовь с саксонским посланником, признанным красавцем, неким Морицем Ленаром. Любовь любовью, но все могут короли, кроме как жениться по любви. Мужа ей назначили. В качестве мужа ей выбрали некого Антона Ульриха. Этот Антон Ульрих был не особо мужественным товарищем, как описывали современники. Сложение он был женоподобного, заикался, человек был очень мягкий, податливый. И вот его навязывают в супруге Анне Леопольдовне. Отношения между ними были плохими, совсем не идиллическими. Но тем не менее родились дети. И в то короткое время, когда Анна Леопольдовна после свержения Берона
была регеншей при своем младенце-сыне. Ее муж Антон Ульрих даже стал генералиссимусом Российской империи. Все, конечно, забавно, потому что он ни с кем не воевал, ни воинственной внешности, ни воинственного характера, но вот он, тем не менее, стал третьим генералиссимусом. Вообще у нас генералиссимусов, по-моему, 5. Первым был Шейн, знаменитый русский воевода из старинного русского рода Шейных. Петр I сделал его генералиссимусом, присвоив ему это немыслимое и редкостное по тем временам звание за взятие Азова. За участие во взятии Азова, конечно, всей кампанией руководил Петр I сам. Но, видимо, тогда Петр еще не знал, что это звание будет таким высоким, столь редким и востребованным. Вторым генералиссимусом по совокупности заслуг, как говорится, стал Алексашка Меньшиков. Вот третьим ни за что ни про что Антон Ульрих. Можно смело его вычеркивать. Четвертым заслуженнейшим же генералиссимусом в нашей истории стал Александр Васильевич Суворов. Ну а последним, как вы все знаете, Иосиф Виссарионович. Тоже понятно за что. Судьба детей Анны Леопольдовны была печальна, поскольку их сослали после прихода к власти Елизаветы в Холмогоры. Долго там держали. Анна скончалась в возрасте 28 лет. Жили они там очень ограниченно, в бедности практически, в условиях такого полудомашнего ареста на территории какого-то монастыря. Нелегкая была у них там судьба. После восшествия на престол Екатерины II поначалу Антону Ульриху предложили уехать за границу в Данию, там, удалиться из России, но оставить в Холмогорах детей, потому что дети представляли династическую опасность. Екатерина ведь не имела никаких прав на престол, по сути. Поэтому она очень боялась любых возможных претендентов. Но Антон Ульрих, надо сказать, что повел себя как мужчина в данном случае. Он детей бросить отказался. Остался там под домашним арестом в заточении в Холмогорах. И в конце концов там же и умер. Уже после его смерти детям все-таки разрешили уехать в Данию. Они уехали, но и там счастливы не были. Языка они не знали, они выросли как абсолютно такие русские, почти что христианские дети. Им посылала империя какие-то деньги на содержание, Екатерина. Ее потомки это делали. Но им запретили выходить замуж, запретили жениться, чтобы не было наследников, не возникла конкурирующая династическая ветвь. Так что счастливы они не были. И последняя из них, Екатерина Антоновна, даже прислала как-то письмо уже Александру I, взошедшему на престол, написанное на не очень грамотном русском языке, где она умоляла забрать ее из Дании и разрешить ей вернуться в Россию. Что она написала, интересно. «Я плачу каждый день. Я не знаю, за что Бог меня послал сюда. Я каждый день вспоминаю Холмогоры. Там был для меня рай, а здесь ад». В общем, ответа из Петербурга не последовало, так она и скончалась в Дании. Несчастная судьба. Это, кстати говоря, о недостатках монархии. Когда идет борьба за трон, человеческая судьба ничего не значит. Следующий вопрос. Алексей Павлов. Зачем Россия участвовала в Семилетней войне? Ну, Семилетняя война – это был глобальный конфликт международный. Кто в нем только не участвовал. С одной стороны, Франция, неожиданно в союзе с Россией, плюс Австрия. Еще целый ряд германских государств. С другой стороны, Англия, Пруссия и тоже целый ряд союзников. Боевые действия шли на всех континентах, от Америки до Азии и Индии. Да, там еще Португалия включилась на стороне Англии. Это была глобальная международная борьба за передел мира. Россия имела свой интерес. Она хотела Восточную Пруссию, она хотела получить все Балтийское побережье. И не безосновательно опасалась усиления Пруссии, такого агрессивного, очень военизированного германского государства. Знаете, как говорил Гетте, что многие государства имеют армию, но только одна армия имеет собственное государство. Это Пруссия. Такая военизированная Пруссия была большой угрозой на тот момент. Война шла долго, с переменным успехом. Россия всех победила, но в первую очередь Пруссию, ничего от этого не получила. Проигравшая сторона была Франция. Франция потеряла множество колоний и почти утратила доминирование в европейской политике. А победившая сторона была Англия. Слушательница Мария просит поподробнее рассказать про шпионскую деятельность матери Екатерины II. Насколько ее шпионская информация влияла на политику Российской империи. Ни на что ее шпионская деятельность не влияла. Очень бестолковая она была шпионкой. Подробно писала Фридриху, что происходит при дворе. Главным образом, кто во что одевается, кого чем поет, кормит, кто с кем спит, какие интриги. Глубже в политике она не разбиралась. Когда она вздумала написать о том, что императрица Елизавета подурнела, постарела, вот наш МИД тогдашний, который внимательную переписку, естественно, переиллюстрировал и смотрел, нет ли там чего-то предосудительного. Вот в этот самый момент они достали всю подборку писем, положили сверху последние, дали это прочитать императрице. Ну, собственно, все, на этом шпионская деятельность была пресечена. И мать Екатерины вместе со всеми своими приближенными была выслана за пределы Российской империи. Капитан Немо просит рассказать про Ивана Шувалова подробнее. Мы говорили об Иване Шувалове вскользь.
Происходил из небогатой дворянской семьи, воспитывала его мать. Мать его звали Татьяна Родионовна. Почему Татьяна, обращаю внимание, потому что современный день студента, это день основания Московского университета, это Татьянин день. А почему Татьянин? Потому что он был Шуваловым, основателем университета, назван в честь его мамы Татьяны. Так каждый современный российский студент связан прямыми личными узами, духовными, с мамой, воспитавшей хорошего сына. В детстве Иван Шувалов много очень учился, занимался языками, математикой. Кстати, вот Мир Тесин, у него был, например, общий учитель. Он был почти ровесником с Александром Суворовым. И у них был общий репетитор по математике. Когда уже Шувалов вошел в фавор, он окажет протекцию к молодому Потемкину. Потемкин произведет на него впечатление своим знанием истории, немецкого и древнегреческого языка. Шувалов поможет его карьере. Тоже Мир Тесин, понимаете. А потом, спустя пару десятилетий, Потемкин будет покровителем, протектором Александра Суворова. При дворе Шувалов оказался благодаря своим двоюродным братьям, тоже известным уже после дворцового переворота 1741 года, когда на престол зашла Елизавета. И вот тогда, в 22 года, он оказался молодым любовником, не такой уж молодой Елизаветы. Ну, к чести его надо сказать, что от всех чинов отказывался. Вообще совершенно не характерно для той эпохи. Такая полная противоположность какому-нибудь Платону Зубову, который, кстати, в таком же возрасте стал любовником Екатерины, потом спустя несколько десятилетий. Покровительствовал наукам, искусством, создавал Московский университет, вообще был хорошим человеком. Мария Эдельвейс, наша постоянная подписчица, просит рассказать про странную страну Польшу. Долго можно рассказывать про странную страну Польшу в той эпохе. Что было, собственно, странного? Это было не национальное государство, как сегодня. Это было федеративное государство, почти империя своего рода. В состав Польши входили Великое княжество Литовское, потом в личной унии с Польшей находилась Германская Саксония. В зависимости, как я сказал, Германская Курляндия. Некоторое время в вассальной зависимости от Польши была даже Пруссия. И 17 век сами поляки считают золотым веком польской государственности. Это Польша практически от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Порочная система управления, такая смесь ограниченной монархии с дворянской вольницей, она привела к постепенному развалу этого большого и сильного государства. Чего стоит одно правило, действовавшее в польском сейме, как вы все знаете, либерум вето, правило свободного вето. То есть любой депутат польского парламента, сейма, мог сказать «я против», один. И решение не принималось. Откладывалось на потом, когда-нибудь. Как это сказывается на эффективности управления, можете себе представить. Вот представьте себе Государственную Думу нашу, где один депутат говорил бы «я против». Мы вообще ни один закон бы не приняли никогда, ни в каком случае. Положение усугублялось еще и тем, что польская знать, верхушка образованной и богатой Польши, она в прямом смысле этого слова поляками себя не считали. То есть они не считали себя единокровными родственниками польского крестьянства, даже католического крестьянства. Они считали себя потомками сарматов. Не знаю, почему сарматов, могли бы и чингизидов. А остальные поляки, это какое-то такое местное славянское население. Ну а что уже говорить о православных подданных? Речь Посполитой — это вообще люди второго сорта. Вот эти вот противоречия социальные, управленческие и предопределили постепенный закат Польши и ее раздел между мощными соседями, между Пруссией, Австрией и Россией, получившей назад западноукраинские, западно-белорусские, отчасти литовские земли. Ну, надо отдать должное, что поляки умудрились в этой ситуации сохранить свою великую культуру, сохранить свой язык, сохранить свою приверженность католической вере. И все это позволило впоследствии, уже там, в 20 веке, Польшу восстановить как независимое государство. Потом границы Польши несколько раз перекраивались. При поддержке Советского Союза Польша получала новые территории на западе, части Восточной Германии. Кстати сказать, вот тот самый город Штеттин, где родилась Екатерина II, это немецкий город, который сейчас является частью Польши. Последнее изменение польской границы, так называемый обмен территориями между Россией и Польшей, произошел в 1951 году. И очень коротко я пробегусь еще по ряду вопросов. Мы тут выписали наших уважаемых подписчиков, слушателей и зрителей. Максим Суббота, Виктор Кузнецов, Наташа Жгунова, Сергей Третье и прочие. Все просят лекции о Рюрике, Невском, Калите, Грозном, про варягов и Великий Новгород. Будет или не будет? Ну, сейчас не будет, точно. Это большая очень работа. Давайте для начала закончим с 18 веком, там посмотрим. Есть кое-какие планы на потом, но не сразу.
Потом я не все знаю, честно говоря. А это такие, знаете, вопросы, требующие узких специальных знаний. Как раньше лечили сумасшествие, интересуется Анна Шмелева. Это, видимо, в связи с тем, что у нас Григорий Орлов, как считается, сошел с ума на исходе дней своих. А Екатерина не настаивала на жестких методах его лечения. Методы лечения сумасшествия были довольно жесткими. Это связывание, изоляция полная, лоботомия. Электрическим током тогда не лечили, но прибегали, например, к обрядам экзорцизма. В общем, главным методом лечения сумасшествия, конечно, была полная изоляция. Это было тяжело. Некто АА. Количество одинаково восторженно идиотских отзывов наводит на мысль об армии ботов. Хотелось бы, чтобы у меня была такая армия. Где же ей взяться-то? Интересно, АА. Настоящий это человек или бот? Кстати, у нас очень много отзывов из других стран. Мне это большое всем спасибо. Пишут, что наши рассказы слушают, смотрят. В Дании, в Италии, в Молдавии, сколько на Украине, в Прибалтике, в Сербии. Спасибо большое, это реально очень приятно. Как вам тема Паскевича-Румянцева? Про Румянцева обязательно будет отдельный рассказ. Про Паскевича пока не знаю. Наталья Соболева. Расскажите про Орловых. Это важные персоны. Обязательно расскажем про Орловых, тем более их у нас несколько, и один краше другого. Про таких людей нельзя не рассказать. Тоже блок вопросов. Юзер АС, Донченко Вячеслав, Катерина РС. Дальше что-то такое. Вольна Хаакиня. Все просят про Суворова и многие другие. Обещаю, обязательно будет про Суворова. А вот, кстати, Хаакиня передает нам привет из Харьковской области. Спасибо большое, вам привет. Давно я не был в Харькове. Какой-то замечательный город. Прекрасно. Когда выходишь в Харькове на центральную площадь, стоишь в самом центре, ты понимаешь, что это все-таки империя. У вас очень красиво. Так, Дмитрий Ануфриенко просит поподробнее о Потемкине. Куда уж подробнее, у нас был целый рассказ о Потемкине. Некто Анатолий Беспаленко. Тут очень долгий вопрос, я не буду его читать, потому что это не вопрос, а целая статья, реплика с довольно таким антиимперским содержанием про захватнические войны, про экономическую политику Екатерины неправильную и прочее, прочее. Вы знаете, очень грамотный вопрос, но он поступил к нам раньше, чем вышла последняя лекция, где я как раз рассказываю, в том числе и про ошибки экономической политики Екатерины, они совершенно очевидны. Так что во многом я с автором этого развернутого комментария согласен, во многом нет. Пользователь под никнеймом «Друг твоей мамаши» спрашивает, почему Россия всегда ввязывается в войны в начале конфликта, а не ждет его окончания, чтобы выступить на стороне победителей. Не хватает прагматизма. Американцы в этом отношении гораздо эффективнее. Они всегда в большую войну ввязывались поближе к концу. И всегда на стороне победителей. Молодцы. Мы же за правду. Елена Рос. Если у императрицы было много фаворитов, как они между собой уладили? Наверняка между ними были козни и интриги. Сколько было незаконнорожденных детей у Екатерины II? Тяжело они ладили друг с другом, вы знаете. Если верить сериалам, то били друг друга бильярдными киями. Это неправда. Дело в том, что у Екатерины практически не было вот этих вот наслоений одного фаворита на другого. Они были последовательны одно за другим, и зачастую между ними были длительные перерывы. Опять же, отсылаю вас к своему рассказу о фаворитах Екатерины, там подробно про это рассказано. Кстати, детей у Екатерины известна история трое. Точно, это Павел, старший сын от мужа Петра. Анна, дочь, умерла во младенчестве. Предположительно, я думаю, что, скорее всего, от Понятовского. Третий сын, Леша Бобринский, основатель рода графов Бобринских. Тоже о нем мы подробно говорили. И есть версия, что Лиза Тёмкина, Елизавета Григорьевна Тёмкина, это дочь Григория Потемкина и Екатерины. Однако этому нету, скажем так, точных документальных доказательств, кроме определенного внешнего сходства. Мария Казьмина просит рассказать после массы комплиментов. Тут во всех вопросах содержится масса очень приятных, теплых слов. Спасибо вам большое, я их не читаю из скромности. Вот Маша Казьмина просит рассказать о декабристах, поскольку эта тема нуждается в объективном уважительном подходе. Это очень сложная тема, непростая. Я попробую, но не скоро. Татьяна Кныш возмущается. Почему вы сказали, что в Сибирь за мужьями уехало 5 жен декабристов? На самом деле их было 9. Вы знаете, я проверил. Правильное замечание. Действительно, не 5 уехало жен. Дело в том, что 11 уехало за своими мужьями в Сибирь.
жен декабристов, и еще 7 матерей и сестер. Из них 8 пережили тюрьму, каторгу, ссылку, 3 умерли, похоронены в Сибири, 3 вернулись из Сибири вдовами, то есть их мужья там скончались. А вот 5 невероятно повезло. Они дожили до 1856 года, то есть 30 лет после восстания декабристов и приговора. И спустя 30 лет Волконская, Анненкова, Нарышкина, Розен и Фанвизина вернулись с мужьями вместе в Центральную Россию. Так, Алексей Чумаков. Я лет 5-7 назад был худшего о вас мнения. Это обо мне. Хорошо. Люди меняются. Дать историю и причины войны 812 года и войн в 19 веке с Турцией. Мы вообще говорим об истории 18 века. Давайте не будем забегать вперед. Причину войны 812 года можно рассказывать очень долго. Там есть основная причина экономическая. Отношения между Англией, Францией и Россией. А также страстное желание Наполеона показать русским, что почем, кто в доме хозяин. Не получилось. Войн с Турцией у нас было много и в 18 веке, и в 19 веке было аж 4 войны с Турцией. Последняя из которых закончилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора и потом Берлинским конгрессом. Во всех войнах Россия всегда побеждала. Тарас Леонтьев, сделайте, пожалуйста, лекцию Николаю Первому. Непростая лекция. Николай I был очень интересным человеком. Но кто не знает, рост Петра I 2 метра 4 сантиметра. Но при этом Петр I довольно своеобразного телосложения, мы об этом говорили с вами. Он очень сильный, при этом очень узкоплечий, с маленьким размером ноги. А вот его, соответственно, правнук Николай I имел рост 2 метра. При этом очень пропорциональный, очень правильно сложенный, спортивный, всю свою жизнь занимавшийся активно спортом. Военной физической подготовкой, такой адепт военно-спортивных занятий. Он даже разработал собственную утреннюю гимнастику, выполнял ее обычно до часа, очень рано тоже вставая. Страшный трудоголик был, работал больше всех, из всех Романовых в истории, наверное. И вот он вставал рано на рассвете и занимался час физподготовкой с ружьем. У него был такой набор с гантелями, с гирями и с ружьем. Набор физкульт-упражнений, которые сочетали в себя такую эквилибристику, ружье тяжелое, штык, удар, приклады. В общем, под горячую руку было лучше ему не попадаться. Недавно на выставке истории кадетского движения в доме Васильчиковых я обратил внимание на поразительный подлинный экспонат. Он там еще пока есть, можно пойти посмотреть собственными глазами. Это кадетская форма и шинель кадета царевича Алексея, того самого несчастного мальчика, сына императора Николая Александровича, который будет расстрелян под Екатеринбургом вместе со всей семьей. На момент, когда эту шинель для него шили кадетскую, было, по-моему, лет 7. Вот смотришь на эту шинель, это был очень высокий мальчик. Видимо, пошел своего прапрадеда Николая I ростом. А на момент смерти он, подросток, уже был выше 170 сантиметров. Расскажите про Марию Федоровну, жену Александра II. Это невозможно, дорогая Ольга Ефимова. Всего объять невозможно. Будете ли вы говорить о Петре Великом, спрашивает Екатерина Василенок, Эльвира Шафеева, Ольга Ефимова, Владислав Роженков, Дмитрий Шишкин, Андрей Белошниченко и прочие. Расскажите о Грозном, о Невском, о Калите. Ведь вас слушают люди, влюбленные в историю. Спасибо большое. Тем интересных очень много. Я постараюсь быть все-таки последовательным. Сейчас мы с вами заканчиваем историю 18 века. Впереди у нас еще несколько очень интересных лекций. Это будет лекция о великих русских полководцах 18 века. Это будет, конечно, лекция об императоре Павле I Петровиче, тоже очень интересном, забытом, несправедливо оболганном человеке. Человеке, ставшем во многом жертвой тех обстоятельств, в которых он был воспитан и вырос. Но по характеру и по склонностям своих личных качеств, наверное, очень благородному. Мы этот цикл закончим, подведем под 18 веком черту, последними днями императора Павла I, а дальше решим. У нас есть 2 проекта. И я с вами посоветуюсь, может быть, мы сделаем некое голосование, какую из дорог мы выберем. Сделаем голосование на лектории Достоевский. Я, кстати сказать, всех призываю подписываться на лекторий Достоевский. Поздравляю команду лектория с признанием лучшим просветительским проектом в интернете 2021 года. Успехов и новых подписчиков, новых интересных лекторов и авторов вашему проекту. Ну и в заключение хочу прочитать пожелание, вопрос от Лилии Леушкановой.
Обожаю историю России. Могу слушать час, могу 4, там тра-та-та-та-та. Ну, наконец, почему я обожаю историю России? Она помогает нам жить сегодня. Это очень правильная мысль. Знание истории не только интересно и поучительно, но и полезно. Потому что все в этом мире повторяется, все идет по кругу. И если вы хорошо знаете, как это было, то лучше понимаете, как это есть сейчас. И иногда даже можете правильно спрогнозировать, как это будет. Без прошлого нет будущего. Учите историю, любите историю, знайте историю. Желаю вам успехов, счастья, здоровья в новом году. Вопрос Елизаветы Зенюк. Хотелось бы еще побольше о Василии Татищеве. Спасибо. Василий Татищев – интересный человек, яркий. Мы его обычно воспринимаем как первого русского историка, те, кто изучают русскую историю профессионально, до Карамзина. Но екатеринбуржцы и пермяки почитают его как одного из основателей своего города. Это важный государственный деятель, сподвижник Петра I, проживший довольно долгую жизнь, всю первую половину XVIII века. Начинал он с Петром как военный, поручиком, храбро сражался под Полтавой, был ранен. Потом назначили его ответственным за промышленное развитие Урала. Он был начальником казенных заводов при Петре. Это, по сути, управляющий Уральским краем. Даже занимался немного дипломатией. Поработал в Швеции. Как начальник казенных заводов активно занимался промышленным развитием. Ссорился с местными крупными собственниками, заводчиками. Они на него жаловались на притеснение. Наверное, был не без греха. Что ж тут сказать. Много раз его проверяли всякие комиссии из Петербурга, вот как князя Гагарина, управляющего губернатора Сибирским краем. Но, в отличие от Гагарина, обошлось. Все расследования закончились ничем, его полностью оправдывали. И не раз. При Елизавете, дочери Петра, он даже получил повышение и стал астраханским губернатором в чине тайного советника. Но для нас интересно другое. Последние годы своей жизни он провел в подмосковном имении Болдино. Это сейчас Солнечногорский район, недалеко от города Клин, где проходит замечательный фестиваль Чайковского. Там усадьба у Петра Ильича была. В Болдино, в своем имении, он занимался написанием первой русской истории. К сожалению, большому имению его пришло в ужаснейшее запустение. Собственно, его практически нету. Руины. На Яндекс.Картах обозначено имение первого русского историка Василия Татищева, памятник первому русскому историку Василию Татищеву. Я туда ездил, по колено в грязи ходил, искал. Памятник, честно говоря, не дошел. Имения остались вот так в 3 кирпича, только основы стен. Российское военно-историческое общество взяло на себя бремя заняться восстановлением этого имения. Я очень хотел бы верить в то, что когда-то нашими общими родениями это важное для русской истории место, потому что именно там появилась первая письменная европейского образца русская подробная история. Это место когда-то возродится, и мы сможем туда приходить, все, кто интересуется русской историей, так же, как мы приходим сегодня, например, в Подмосковье, только на юге от Москвы. Замечательное имение – это федеральный музей, где создавал свою историю Николай Карамзин. Усадьба эта называется Астафьево, русский Парнас. Оно тщательнейшим образом было Министерством культуры несколько лет назад. Сам этим занимался, восстановлено, благоустроено. Это прекрасная усадьба на юге от Москвы, очень близко. Приезжайте, побродите, почувствуйте дух этих стен, книг, этой природы, которая вдохновляла Николая Карамзина на написание своей бессмертной истории государства российского. Это государственный федеральный объект. А имение Татищева станет объектом военно-исторического общества, как я убежден, и должно быть. Потому что должно быть как можно больше общественных и частных музеев. Это всегда хорошо для страны, для людей, не так обременительно для налогоплательщика. Кстати сказать, чтобы наши ответы на вопрос не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый профессиональный художественный эксперт, можно сказать, основоположник российской художественной экспертизы. В 1717 году
бургомистр города Данцига немецкого, сегодня исконно польский город Гданьск, на которого была наложена контрибуция, захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника XV века. Картина хорошая, можно сказать, выдающаяся. Но жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием. Тот, который Кирилл и Мефодий. Открыл он в Мефодии такой дар изобразительный. Естественно, цена в счет уплаты контрибуции была абсолютно астрономической. Татищев отговорил царя от этой невыгодной сделки, указавши на лицо явный подлог. Картина называлась «Страшный суд». В конце концов, оказалась у нас в музее, потому что в рамках вывоза и компенсации за уничтоженные ценности культурные, она из коллекции Германа Геринга перекочевала в госколлекцию Советского Союза. И все бы было хорошо, если бы этот страшный суд Никита Сергеевич Хрущев в знак дружбы, или, как сейчас говорят, жестом доброй воли, не подарил обратно польским коммунистам. Польские коммунисты жест доброй воли не оценили, как мы знаем с вами. И теперь много чего еще требуют от нашей страны. Но пусть вспомнят, как называется эта картина. Это, можно сказать, предостережение от отступничества от идеалов братской дружбы, советско-польской идеалов коммунизма. Символическое название. Шутка. Следующий вопрос. От Натальи Бухановой. И похожий вопрос тоже от нашей телезрительницы Ларисы Толстой. Расскажите, пожалуйста, о княгине Дашковой и о Ломоносове. Расскажите. В 2 словах не расскажешь. Достойные люди, и о каждом из них можно прочитать отдельную лекцию, не одну, особенно о Михаиле Васильевиче Ломоносове, как ученом, и как просветителе, и как общественном деятеле. Поэтому о нем говорить не буду, а вот о Екатерине Романовне Дашковой пару слов. Это ближайшая подруга молодости Екатерины II, одна из организаторов заговора в ее пользу. Хотя ее родная сестра была ближайшим человеком и любовницей Петра III, это не помешало Кате Дашковой возглавить, или быть активным участником противоположной партии, партии ее супруги. Кстати сказать, сестры были очень не похожи между собой. Екатерина Дашкова – писаная красавица по отцу Воронцова, а ее сестра Воронцова, любовница Петра, невзрачная, говорили даже страшненькая. Тем не менее, у них семья-то была большая, у них было несколько братьев родных, все выдающиеся государственные деятели. И вот братья некрасивую Воронцову сестру свою очень любили, всячески ей помогали. А Катю считали зазнайкой и выскочкой, красоткой, недолюбливали. Тем не менее, Екатерина Дашкова – первая женщина в России, точнее говоря, первая женщина в мире, которая возглавляла Академию наук. Первая женщина в Европе на государственной службе, потому что это была государственная крупная должность. Если, конечно, мы не считаем членов королевских семей. Для Екатерины Дашкова была своеобразным послом доброй воли. Екатерина посылала ее и к Вольтеру, к Дидро, переписывалась с Адамом Смитом, с Бенджамином Франклином, общалась с деятелями просвещения, завоевывая для России и, естественно, для матушки-императрицы симпатии со стороны всех передовых мыслителей того времени. Была еще и пиар-агентом Екатерины Великой. Воспитывалась она в семье своего дяди Михаила Воронцова, который известным человек, был, кстати, покровителем Ломоносова, канцлером Российской империи. Несколько братьев. Александр Воронцов, будущий канцлер при Александре I. Семен Воронцов, знаменитейший англофил и посол в Лондоне. Когда ей было 16 лет, у нее была одна из самых больших библиотек в Петербурге. 1000 томов. При той стоимости книг это огромная, колоссальная библиотека. Кстати, Дашкова много писала. Можно ее назвать литературным деятелем. Она писала и стихи, комедии, романы, переводила иностранные сочинения. Сегодня читать их, откровенно говоря, скучновато, так же, как и произведения другой известной
литераторши самой Екатерины Великой. Они все такие написаны в нравоучительной манере, как бы для воспитания детей и молодежи. Но весьма патриотические. Там никакой пропаганды вольтерьянства не было. Государственнические произведения. Даже подписывалась, у нее псевдоним был у Дашковой «Россиянка». Кстати сказать, по инициативе Дашковой была создана еще одна академия, называлась она Российская академия или Российская академия словесности. Главной задачей этой академии было составление словаря русского языка. Дашкова всячески лоббировала изучение, оформление, систематизацию русского языка и даже пыталась первой ввести в наш алфавит букву «ё». «Ё». Писали раньше «и-о», а произносили «ё». Но почему-то возмутилась церковь. Какое дело было священному синоду до буквы «ё», честно говоря, не знаю. Но преодолеть их сопротивление даже сама Дашкова не смогла. После воцарения Павла I ее отправили в ссылку. Как написал цинично император, для углубленных размышлений о событиях 1762 года. Переворота, который сверх его отца и отдал трон узурпаторше Екатерине. Но Павел был человеком переменчивым и не злым, поэтому вскоре он Дашкову простил, и она вернулась и жила-поживала в своем подмосковном имении. Интересная женщина, редкая и по нашим, и по мировым меркам. Следующий вопрос от нашего подписчика в интернете, скрывающегося под никнеймом, который произнести невозможно. 5G C зброя. Видно с Украины. У нас, кстати, много слушателей, подписчиков с Украины. Я особенно их ценю, потому что мне всегда приятно, когда наши лекции по русской истории, по нашей общей истории слушают наши соседи с Украины. С народа, который мы по-прежнему считаем братским народом. Я и сам с Украины, вы же знаете. Почему нельзя было после Петра II стать императрицей Елизавете Петровне сразу, как дочери, и не терять 10 лет? Что значит не терять? Что вы решили, что за годы царствования Анны Иоанновны Россия это 10 лет потеряла? Анна Иоанновна, конечно, далеко не самая любимая моя правительница. Женщина, откровенно скажем, малосимпатичная. Но, тем не менее, она ведь не одна. У нее была команда. У нее были помощники разной степени толковости. Поэтому страна жила. И кое-что в стране было сделано. Ну, например, при Петре дворяне не могли распоряжаться землей. Земля давалась им во временное владение, как и раньше было в России. А при Анне Иоанновне, наконец-то, права собственности дворян на землю были утверждены. И, в общем-то, для развития экономики, хозяйства это было неплохо. Еще одно хорошее дело, которое Анна Иоанновна сделала, это реанимация флота. Надо сказать, что после Петра флот российский загнивал в самом прямом смысле этого слова. И только при Анне начали наконец-то строиться новые корабли и возобновились военно-морские учения на Балтике. У нее был хороший военачальник и хороший организатор военного дела, фельдмаршал Миних. Он взял Перекоп, некоторое время владел Бахчисараем, брал Очаков, после этого мы Очаков еще много раз брали. Но, в общем-то, первый успешный поход на Крым, такой карательная экспедиция, это фельдмаршала Миниха. У Миниха были грандиозные планы, я вас хочу отослать к своей старой лекции, как раз в цикле «Рассказы из русской истории XVIII века», посвященный Миниху. Очень-очень интересный персонаж. Посмотрите. У Миниха даже был план завоевания Константинополя. Причем такой, как у всякого немца, прописан на бумаге по графику. Дорожная карта. Анна Иоанновна начала движение на юг. При ней под российский протекторат попали первые земли современного Казахстана, так называемый младший Жуз. Ну, а избрать вместо нее Елизавету, в общем-то, было по большому счету нельзя. Я напомню вам немного историю. Согласно Петровскому указу, последнему его указу о престолонаследии, назначать преемника должен был сам государь, не обязательно родственника, кого он сочтет нужным. Но дело в том, что Петр никого не назначил.
И его внук Петр II тоже никого не назначил. Поэтому кто станет государем-императором, это надлежало выбрать тем, кто имел отношение к принятию решения. Верховному Тайному Совету, правящей элите. Элита выбирала из, собственно, двух основных кандидатов. Основных. Это дочери Елизаветы, но дочь была добрачная, по большому счету, незаконно рожденная, и Анны Иоанновны. Анна Иоанновна тоже отказалась от престола при вступлении в брак с герцогом Курлянским. Но вот имея этот несложный выбор, не считая еще там таких совсем уж экзотических кандидатов, вполне понятно, что верховники остановили выбор на Анне Иоанновне, поскольку она не имеет связи при дворе, бедная, очень хочет править, вырваться из нищей Курляндии, всем удобно, и, соответственно, будет идеальным кандидатом. Все-таки она законная дочь Ивана V, соправителя Петра, брата. И они полагали, что очень удобно будет и легко управлять Россией от ее лица. А Елизавета, она и происхождения низкого, и менее управляемая. Верховники плохо разбирались в женской психологии. Анна Иоанновна потом с кондициями, мы помним, как поступила. Вжик, вжик, вжик. Правила вместе с Бероном весьма и весьма жестко. Следующий вопрос, видимо, из Болгарии. Цирин Остров, наш подписчик. Анна Иоанновна приезжает в Москву, а не в Санкт-Петербург. Почему? Потому что при Петре II столица России фактически, потому что указов никаких не было, была перенесена обратно в Москву, поскольку в Москву переехал император Петр II, подросток, и вслед за ним весь двор, правительство и все иностранные послы. Так что императорские дворы, властные структуры находились в Москве, поэтому Анна Иоанновна и приехала в Москву, временно ставшую столицей. Петр II – это единственный российский император, похороненный не в Петербурге, а как раз в Москве, где он умер от оспы в Архангельском соборе. Можете прийти. Я не знаю, неужели кто-то из вас не был в музеях Московского Кремля? Наверное, были все. Но еще раз придите. Архангельский собор входит в комплекс музеев Московского Кремля. Посмотрите там могилу Петра II. Елена Михайлова, наш зритель. Не совсем поняла, кто же управлял страной, если Анна Иоанновна этим не занималась, а Берон был глуп. Под чьим руководством, по чьей воле восстанавливался флот и шло освоение территории? Этот вопрос как бы прямо проистекает из моего предыдущего ответа. Повторю, государство – это не только императрица и не только ее фаворит. У империи был, оставался, еще со времен Петра, большой бюрократический аппарат во главе с петровским выдвиженцем Андреем Астерманом. Именно он, а никакой не Берон. При императрице. Он занимается двором, а кабинетом министров управляет кабинет-министр, собственно, премьер Андрей Астерман. Армией управлял, повторюсь, талантливый полководец Миних. Миних, как мы помним, ему приписывается известная фраза, что Россия управляется напрямую Господом Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. Но они обходились вместе с Астерманом вполне самостоятельно. И вопросами управления полагались больше на себя, чем на Божий промысел. Но помимо Астермана и Берона был клан Салтыковых, который обладал огромной властью. Семен Салтыков заведовал, например, московской конторой канцелярии тайных разыскных дел. Начальник, можно сказать, московского ФСБ. Ему много чего подчинялось. В общем, теневой руководитель Москвы. В Петербурге был его сын Петр Салтыков. На нем лежало управление в Петербурге. Иван Трубецкой, московский генерал-губернатор. Последний из русских аристократов, получивших в эпоху Петра I чин боярин. Тут если бы мы, как Голливуд, умели снимать красивые, яркие, оторванные немного от истории, но невероятно мотивационные фильмы, «Последний самурай», «Последний из Могикан», ну и прочее, то мы могли бы снять фильм про Трубецкого «Последний боярин». Было бы очень, кстати, ярко и интересно про времена Анны Иоанновны, а то ничего, кроме «Ледяного дома», про ее царствование толком мы не знаем.
Был еще канцлер Головкин, был знаменитый начальник канцелярии тайных разыскных дел Ушаков, достойный птенец гнезда Рамадановского, у которого была такая особая, по легенде, допросная комната или кабинет, если он приглашал на беседу-допрос кого-то из дворян, сажал его на специальное кресло, предлагал ему там уже, не знаю, чай, кофе, капучино. Потом это кресло так частично проваливалось под пол. Механизм такой был специальный. Проваливалось таким образом, что у кресла отвинчивалась снизу часть седалища, и, собственно, филейная задняя часть, мягкая, этого допрашиваемого дворянина оказывалась ниже уровня пола. А сам дворянин не мог встать с этого кресла, там как-то все блокировалось, неудобно, он продолжал сидеть. Если он неправильно отвечал на вопросы, то находящийся в подвале палач-экзекутор начинал осторожненько так розгами стягать этого дворянина по заднему месту, а сам Ушаков ходил по комнате и вел с ним интеллигентный разговор. Сколько этот дворянин, соответственно, выдержит. Вроде как никакого оскорбления нет, и даже не видно, что его наказывают, но больно и неприятно. Вот таким креслом допросным начальник карательно-следственной службы времен Анны Иоанновны Ушаков прославился. Так что много было у нее энергичных и нетривиальных мужчин. Было кому империей поуправлять. Не она одна. Ольга Мальцева, наш подписчик, спрашивает. Я так полагаю, что Ольга Мальцева откуда-то из Прибалтики. Скорее всего, даже из Латвии, потому что вопрос очень профессиональный. На какие средства Берон построил 2 огромных дворца в Курляндии, если он был таким уж сущим ангелом? Так, секундочку. Во-первых, 2 этих огромных дворца. Один в Елгаве, тогда в Метаве, а второй еще в каком-то курляндском городке, не припомню. Они все были построены и красиво отделаны, когда Берон уже вернулся из ссылки и стал герцогом Курляндским. Помните, я вам рассказывал, что в России надо жить долго. Берон был никому не нужным дворянином, потом всесильным фаворитом Анны, потом провалился в сибирскую ссылку на долгие-долгие годы, а потом крепкий старик вернулся и еще правил в качестве полновластного герцога. Вот тогда он, собственно, эти дворцы и достроил. Видимо, что-то накопил. Сущим ангелом он точно не был. Ну, ангелом не был, но и дьявола делать из него не надо. Это был совершенно обычный, можно сказать, заурядный человек, которого судьба вынесла на вершину власти в России. Так бывает. Ирина Ефимова спрашивает нас. Не совсем понятно, каким образом малообразованный, недоученный молодой человек, которого никогда не допускали к правлению, вдруг, став монархом, издал столько умных законов и указов. Кто или что этому способствовали? Речь о Петре III. Кто были советники Петра III? Ну, знаете, не совсем верно говорить, что его не допускали уж так к правлению. Его не допускали к решению вопросов, принятию решения. Что касается участия в обсуждении, это, пожалуйста, Петр III, как наследник престола, долгие годы участвовал в заседаниях и так называемой конференции при высочайшем дворе. Это было своего рода политбюро. Орган высшего управления, который создала Елизавета для координации всей политики во время Семилетней войны. Ну и к тому же Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению, у него были неплохие советники. И вот, например, он вернул из ссылки Миниха, которого я упоминал только что. Тоже прожил долго. Миних давал ему дельные советы. Более того, Миних оставался верен ему до последней секунды. Он не предал своего императора, вернувшего его из Сибири. Более того, после воцарения Петр III тут же Елизаветинское политбюро преобразовал в императорский совет. Совет должен был готовить указы и законы, которые становились, соответственно, официальными после подписи императора. Скажу вам более, Петр III разрешил этому совету выпускать от своего имени указы, даже без подписи, но по каким-то малозначительным, может быть, не очень крупным вопросам. Так что это был весьма и весьма подготовленный
государственный деятель. Кстати сказать, мы мало знаем его помощников, его команду. Все-таки Петр III правил всего лишь полгода. Выпустив за эти полгода, я вам напомню, отсылаю еще раз к нескольким лекциям о Петре III, он за эти полгода выпустил бесчетное число весьма отдельных законов, указов, распоряжений. По несколько в день подписывал иногда. Но вот среди его помощников, которых история забыла, я все-таки одно имя хочу вам назвать. Это Дмитрий Волков. Мы совсем про него ничего не помним, а в то время это был действительно очень одаренный, просвещенный молодой человек, который считается как раз историками вероятным составителем текстов указов, в частности, и о вольности дворянству, о ликвидации тайной канцелярии. Только при Петре III в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. О снятии ограничений на внешнюю торговлю, о секуляризации церковных земель. Блестящий документ, который Екатерина тут же отменила, через пару лет уже выпустила за собственной подписью. По инициативе Дмитрия Волкова были снижены цены на соль, отменены наиболее жестокие наказания в армии и на флоте. У Петра советники были толковые. К сожалению, потом Екатерина в основном их отодвинула от власти. Ну, что тут сказать. Как мы помним с вами из стихотворения Михаила Ильича Лермонтова «Игрою счастья обиженных родов». Это, в общем-то, про них. Вопрос нашего зрителя Константина Мартынова. Очень узкий вопрос, но интереса ради расскажем. У какого английского купца Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки, которые были выставлены солдатам. А это немалые деньги. Помощь Англии в таком деле была, видимо, существенной. Что это за человек и откуда деньги взялись? 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько не налить, не выпить было нереально. Но деньги были. Считается, что это были действительно деньги английской короны. Были переданы Екатерине через одного купца английского и еще какого-то итальянца. Фамилию их известно, называть не буду, ничего они вам не скажут. Тогда это была общепринятая история. Торговцы, купцы выполняли разного рода темные, грязные дипломатические поручения. Более того, деньги, которые они передавали, они под тогдашним правилам-то и взяткой не считались. Это были так, подарки, заграничные подарки. Интерес англичан был очевиден. Англичане хотели, чтобы русские как можно быстрее вывели свои войска из Восточной Пруссии и как можно быстрее заключили с Фридрихом мир. Петр III собирался воевать с Данией. Вроде бы как с Фридрихом мир заключил, но выводить войска из Пруссии не торопился. Там была какая-то серьезная интрига в этом отношении. Сказать, что англичане проспонсировали переворот Екатерины, знаете, это очередное наше примитивное желание свалить все на англичанку, которая гадит. Просто интересы совпали. Совпали интересы Екатерины, гвардейцев, Орловых, недовольство Петром III, и английской короны, которая чуть-чуть на это дело порастратилась. След был, но он ничего не решал. Теперь еще вопрос от нашего подписчика, тоже скрывающегося за никнеймом mavmav. Почему я ничего не рассказываю о Пугачеве? Специально не рассказываю, потому что тема эта прекрасно изучена. Есть много литературы на этот счет, кино на этот счет. Пугачев тема модная была, популярная, революционная. Поэтому в школах ее проходили детально. Добавить я здесь ничего интересного не могу. Единственное, что обратите внимание, после подавления Пугачевского бунта Екатерина не только не ослабила крепостнический гнет, а наоборот, закрутила гайки сильнее и провела губернскую реформу, направленную на укрепление управленческой вертикали. Она понимала, что ее главная опора – это вооруженное дворянство. Это то, что я, шутя, называю организованная дворянская группировка, управляющая коллективно Российской империей. Екатерина была женщиной очень осторожной, очень мудрой, и ссориться с дворянством она не собиралась. Бог с ними, пугачевцами. Главное
чтобы опора трона была довольна. Она была. Некая Милена Ивин, или Айвин, спрашивает нас, почему XVIII век явил самое большое количество женщин во власти. Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен, что это имеет какое-то отношение к реальной истории. Я думаю, что это в большей степени случайность, чем закономерность. Приходу к власти каждой из императриц в отдельности предшествовала ситуация некой династической неопределенности. Поскольку не было прямого легитимного наследника, то, соответственно, либо легитимность этого наследника не подкреплялась, как у Петра III, мощным силовым фактором, то появлялась возможность для переворотов и претензий на трон. К тому же гвардейцам, которые были военной, вооруженной силой, двигающей каждого переворота, им, естественно, казалось, что женщины будут больше их слушаться, что женщины более управляемые. Придворные группировки видели таких вот слабых правителей. Каждый раз им казалось, что женщина станет слабым правителем. И Анна Иоанновна, и Екатерина. Вот, что они будут такими послушными. И каждый раз снова и снова их расчеты не оправдывались. Придя к власти, женщины становились, как правило, сильными правителями. Иначе бы они не приходили. Так, ну и несколько еще общих вопросов. Отвечу на них очень коротко, потому что они напрямую к истории XVIII века не относятся, но повторяются из раза в раз. У нас есть даже такие подписчики и зрители, которые любят одни и те же вопросы по несколько раз задавать. Из приличия хотя бы надо ответить. Сева из Мариуполя, тем более из Мариуполя, надо отвечать. Когда, наконец, будет лекция о Всеволоде Большое Гнездо? Не будет. Мы намеренно уходим от разговора о нашей древней истории. Ну, во-первых, это вотчина узких специалистов. Очень узких. И я просто боюсь идти по этому тонкому льду. К тому же, ведь, понимаете, наши лекции, они больше не о процессах, не об экономике, не о политике в широком смысле этого слова, не об общественно-экономических формациях. Наши лекции больше о людях и об их влиянии. Влияние руководителей, военачальников, политиков, ученых на те либо иные общественные процессы. А когда мы говорим о стародавних временах, то источников такой бытовой человеческой информации мало. И мне было бы очень сложно рассказывать о том же Всеволоде Большое Гнездо, как о человеке. Я ничего не знаю ни о его привычках, ни о пристрастиях. Нам вообще мало чего известно о тех временах. Поэтому в такую древность мы точно углубляться не будем. Андрей Ерохин. Можете повествовать более подробно о смутном времени от Ивана Грозного до первых Романовых? Ну, еще раз вам спасибо, что вы нам настолько доверяете нашему лекторию, верите в нашу способность рассказывать о любом периоде нашей истории. Нам это очень приятно, но боязно, потому что, конечно, смутное время – это интереснейший период в тысячелетней истории нашего государства, период фактического распада страны, потом период ее неожиданного возрождения снизу, консолидации, появления вот этого глубинного народа. В общем, очень много параллелей, конечно, смутное время показывает с 20 веком, с сегодняшним днем. Может быть, когда-нибудь поговорим. У меня есть книжка, единственная художественная книга, которую я рискнул когда-то написать в депутатские годы, когда было время, называется «Стена». Роман «Стена». Вот он как раз посвящен смутному времени. Действие проходит в самом начале 17 века. Это не тяжелая, практически приключенческая литература. Рекомендую, почитайте. Если будет интересно, поговорим как-нибудь об этом подробно, отдельно. Только не смотрите фильм. Есть еще сериал «Стена», снятый одной не очень добросовестной компанией. Я даже фамилию свою оттуда убрал. Фильм очень плохой, а книжка хорошая. Вопрос от Катрины Василенок. Вот хороший вопрос. Какой исторический период для вас наиболее интересен?
Знаете, когда начинаешь погружаться в то либо иное время и узнаешь вот эти нюансы, вот эти вкусности, детали о людях, то каждый период по-своему интересен, потому что меняется уровень развития техники, технологий, все больше и больше информации нас заполоняет, как правило, ненужной абсолютно и даже вредной, ничем не помогающей нам жить, а только мешающей. Но люди остаются все те же самые, те же страсти, те же мечты, те же разочарования, те же достижения, те же ошибки. Поэтому о людях всегда читать интересно. Я бы, наверное, выделил в первую очередь, если говорить о моих любимых периодах, я бы выделил период имперский России, в том числе потому, что осмысление и изучение этого периода очень полезно сегодня. Опять же, с точки зрения извлечения опыта, исторических уроков, понимания приводных ремней нашей истории. Вообще самое главное – стараться воспринимать нашу историю не как какую-то нарезку эпизодов, а как единый процесс. Понимать, как одно проистекает из другого. Вот такое понимание непрерывности нашей истории, взаимосвязанности, наверное, есть самое интересное. Ну ладно, это я уже ударяюсь в философию. Вопрос от Николая Маликова. Не хватает истории Великого княжества Литовского. Толкового курса по нему так и не нашел. Но без истории современной Беларуси и Украины понять, кто такие казаки, почему население было православное, им руководили католики, почему в городах финансами занимались евреи, что такое иезуиты, униаты и прочее, очень сложно. Было бы здорово, если бы вы подготовили курс истории с нашествия до раздела Польши. Неподъемная задача. Я рекомендую вам почитать изданную не так давно в Беларуси энциклопедию Великого княжества Литовского. Много разных источников есть на эту тему. Понять, почему население земель, на которых потом впоследствии в 20 веке возникнет Украина и Белоруссия, было православным, а ими руководили католики, это несложно. Для этого энциклопедические знания не нужны. Дело в том, что после нашествия Батыя русские земли княжества были, как вы помните из школьного курса, разгромлены. При этом южные и западные русские княжества постепенно оказались под властью не Орды, а литовской княжеской династии. Население было русским, правящая элита литовская династия. И когда возникла личная уния литовских князей, кстати, они в основном были православными, литовских князей и польских королей, а потом произошло политическое объединение Великого княжества Литовского и Польши, образовалась Речь Посполитая, то вот тут-то и сложился постепенно режим, который, в общем, называя современным языком, можно назвать с определенными оговорками режимом средневекового апартеида. Подавляющее число землевладельцев, шляхетства, чиновничества были католиками, а подавляющая часть подвластного населения были православными. Католики преимущественно поляки, немного Литва, православные преимущественно русские. Русские, малоросы, белорусы будущие. Они все воспринимали себя тогда, естественно, единым народом. Началось постепенное оттирание и русского языка, но самое главное даже не языка, самое главное веры. Было идеологическое давление со стороны Римской католической церкви и, соответственно, имущественное давление. Поэтому Россия пыталась долгое время и на протяжении нескольких столетий реинтегрировать эти земли в одну большую православную Россию. Это был долгий, болезненный процесс, последствия которого ощущаются до сих пор. Анна Антонова спрашивает, будет ли у вас что-то о великих русских мореплавателях и землепроходцах? Не знаю, может быть, мы в рамках наших лекций будем касаться этой темы по ходу дела. Постараюсь, если возможно, будет что-то рассказать о Бринсгаузене, Лазареве, Пржевальском, Федоре Литке. Все они выдающиеся люди, которые очень много сделали для расширения нашей страны, для исследования новых земель, территорий, их обустройства, изучения. Мы забываем об этом.
Ну вот недавно совсем Российское военно-историческое общество открыло, вместе с Русским географическим обществом, открыло в Кронштадте первый памятник в мире нашему выдающемуся соотечественнику и основателю Русского географического общества, адмиралу Федору Литке. Он потрясающий человек. Он сирота из самой простой, небогатой дворянской семьи. Воспитывался у сестры. Сестра была замужем за военным моряком. Тот как-то увлек мальчишку рассказами о море. Пошел в гардемарины и так дослужился до полного адмирала. Боевой офицер, совершил несколько кругосветных плаваний. Еще будучи гардемарином, не имея права на офицерские ордена, получил первую боевую заслуженную награду за бой с французскими фрегатом в Балтийском море. Знак отличия Георгиевского креста. Еще солдатского Георгиевского креста тогда не было во время войны с Наполеоном. Вот он получил знак отличия за личную храбрость. Так вот, Федор Литке несколько совершил кругосветных путешествий. Исследовал Арктику, открывал новые земли. 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Можете себе представить? Пролоббировал идею создания Русского географического общества. Но человек при этом настолько разносторонний, что когда в годы Крымской войны, мы об этом отдельно, наверное, поговорим, я все-таки собираюсь сделать отдельную лекцию про Крымскую войну. В годы Крымской войны, о чем мы с вами совершенно не помним, на нас напали не только на юге в Крыму, нас атаковали со всех сторон. Английская эскадра, англо-французская эскадра была у Камчатки, английская эскадра у Архангельско-Словецких островов, и также английская эскадра, объединенная англо-французская эскадра, пыталась прорваться прямо к Петербургу, чтобы сжечь город с моря. Прорваться сквозь Кронштадт они не смогли. Федор Литке, будучи ответственным за оборону Кронштадта и за оборону Балтики, построил такую систему минных полей, заграждений и, как бы сейчас сказали, перекрестных артиллерийских точек, что как ни пытались англичане, но пройти это не смогли. Такой был разносторонний человек, географ, ученый, путешественник, блестящий офицер, настоящий романтик моря. Кстати сказать, и Беллинсгаузену мы тоже открыли несколько памятников, даже несколько. Даже в Бразилии, не поверите. Ну и, наконец, давайте последний вопрос на сегодня от подписчицы Златы. Спорт и творчество. Сейчас многими поднимается тема, что на русском престоле правили не русские цари. О, это любимая тема. Немцы нам правили. Немцы – засилье немцев. Ужасная неправда. Все не так. Но русские царевны выдавались замуж за европейских королей. Очень интересно послушать о том, кто из русских, то есть дети наших царевен, в итоге правили европейскими королевствами. Правители с русскими корнями известно немало. Например, помним с вами, что у Павла I было 10 детей. 4 сына, 6 дочерей, 1 умерла во младенчестве, но остальные были известными девушками в Европе. Елена Павловна, ее сын Поль Фридрих был великим герцогом Мекленбург-Шверенским. Ну, сейчас-то мало кому что скажет, но на самом деле тогда серьезное германское герцогство. Другая дочь, Маша, Мария Павловна, ее, соответственно, дочь, то есть внучка Павла, ни много ни мало, как супруга первого германского императора Вильгельма. Кайзер Вильгельм есть первый правитель Объединенной Германии, тот самый, у которого канцлером был Бисмарк. Дочь Анна, младшая дочь Павла I, замужем за королем Нидерландов Вильямом II. Как говорят, именно в его честь назван известный голландский клуб Вильям II, то есть королева Нидерландов. Далее, внучка Николая I, Ольга, стала греческой королевой-консортом. Какое-то время даже правила Грецией как регенша.
а ее сын Константин занимал уже полноценно греческий престол. Ну и, наконец, как говорится, на сладкое. Современный король Нидерландов Вильям Александр, соответственно, у нас собьемся со столку сколько? Императора Павла I. Нынешняя королева Дании Маргаret II, правнучка Николая I. Король Карл III, король Великобритании, он же принц Чарльз, он же сейчас король Великобритании Карл, является правнуком Николая I. Не совсем по прямой, можно сказать, по женской линии, но тем не менее родственник и потомок. Так что кровь Романовых живет во многих европейских династиях. Конечно, к большому сожалению, даже современные дальние родственники и потомки Романовых, будь то короли и королевы Дании, Голландии, Великобритании, мало чем нам помогают. У них много собственных забот. А нам надо помнить о том, что самые лучшие друзья России и самые надежные ее союзники, как говорил другой потомок императора Павла Петровича, его правнук Александр III, наши главные союзники и друзья – это армия и флот. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Наверное, еще разок, если будет время, мы поотвечаем на ваши вопросы. Пишите, ставьте оценки, задавайте вопросы, побольше комментариев. У нас интерактивный курс. Чем больше активности с вашей стороны, тем больше у нас радости. Мы за просвещение. Всего доброго.